приветствовать вас на главной арене страны, где сегодня сойдутся невероятные команды гимнастической премьер-лиги в матче за третье место. Но сегодня будет битва особенной. Этот матч за бронзу, за почетное третье место. И поверьте, этот пьедестал стоит не меньше. Это финальный аккорд сезона. Последний шанс в этом году доказать свое превосходство, выложиться на все 100 и завершить год яркой, красивой победой. И сегодня эту встречу для вас проведут участники первого шоу «Титаны» на ТНТ, двукратный чемпион Европы, мастер спорта по регби Кирилл Кошарин, телеведущий. И не менее лучезарный, заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, участник первого сезона проекта «Титаны», спортивный телекомментатор, прекраснейший Эмин Гарибов! Итак, дорогие друзья, сегодня на арену выйдут 4 команды, которые уже доказали свой класс. 2 женские, 2 мужские. Победителей ждет призовой фонд 8 миллионов рублей. А самого яркого спортсмена этого сезона специальный приз – новый автомобиль! Ставки максимально высокие, эмоции на пределе. И мы готовы начинать. Пришло время познакомиться с нашими героями поближе. Встречайте! Первыми открывает наш грандиозный финал команда. Девочки нашей команды самые милые, улыбчивые, добрые. Мы проводим каждый день вместе с девочками, потому что команда «Самбо-70», все тренируются в одном зале. И каждый день я наблюдаю за девчонками, они стараются. Самое важное для команды – это участие в соревнованиях, пройти все снаряды достойно, постараться без падений. Нам нужна свежая голова и спокойствие. Общий настрой, боевой, естественно, всегда он был боевым. Встречайте! Команда «Локомотив»! Слышишь гудок? Наш паровоз мчит вперед! Локомотив, скорость, мощь и сталь! А теперь, дорогие друзья, грация, стремительность и хищная красота гимнастики. Внимание на экран! Сальто как гром, опорный прыжок, взлетаем на берег. У нашей команды «Пантера» был один, мне кажется, из самых таких интересных путей. После первого тура мы оказались последней в турнирной таблице, и это очень сильно подцепило всю нашу команду. И мы приняли решение, что мы не сдадимся просто так, и мы будем бороться. Во втором туре мы смогли воссоединить все свои силы, все свои внутренние способности и, наверное, сделать невозможное. Нашим соперникам будет с нами сложно, потому что мы, как настоящие пантеры, будем до последнего биться за победу. Команда, чьи выступления — это всегда высший пилотаж, точность и невероятная пластика. Встречайте на арене «Пантеры»! Ваша ловкость и грация сегодня главное оружие. Дорогие друзья, давайте поддержим эти команды. Дайте шуму девчонкам нашим! Ну и теперь легендарное имя, которое говорит само за себя, команда, которая всегда в движении, всегда на высоте. Встречайте, Динамо! «Динамо» — это одна команда, и, конечно, мы будем биться за всех.
Для нашей команды тот год был достаточно полезный и ценный, я считаю. Лицо нашей команды – это сила и единство. Я уже наблюдаю и вижу на всех соревнованиях, которые уже прошли, что ребята намного уверенней, намного ярче выступают. Дайте шуму! Динамо! Легендарная команда, легендарное имя. Команда с невероятной динамикой. Сегодня очень ответственная борьба для этих команд. Матч за 3-е место. Вот это мощь! Вот это Динамо! Ну и теперь завершает наше представление команд, чье имя — дань уважения всем, кто творил историю гимнастики. Команда «Легенды спорта». Внимание на экран. Конечно, это очень интересное соревнование. Заруба такая очень жесткая. Когда я вижу, что ребята не сдаются и пашут до конца, это лицо формируется. Поэтому лицо сегодня команды, оно, как и было прежде, бороться до конца и постараться максимум поддержать друг друга, чтобы выйти дальше. Дорогие болельщики, болейте за наших. Легенды спорта! Встречаем! Дайте шуму! Аплодисменты, аплодисменты, друзья. Еще раз громче поддержим наших все сегодняшних участников матча за 3-е место. Давайте поприветствуем наших спортсменов, друзья! А мы хотим напомнить, что сегодня кто-то один из них, правильно? Совершенно точно. Лучший игрок сезона. Лучший спортсмен у нас сегодня может выиграть наш специальный приз, дорогие друзья. И это новый автомобиль! Да-да-да, кто-то может сегодня уже на ней уехать, друзья. Что, как настроение, друзья? Давайте пошумим! Итак, дорогие друзья, все 4 команды с нами на арене. Пора представить спортсменов. Итак, Маш, команда «Локомотив». Елена Сенченкова, Вера Вахрушева, Варвара Желанкина, Ульяна Дубровская, Маргарита Халчева, тренер команды Анна Масленникова. Отлично. Аплодисменты, друзья. Руководитель команды, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, основатель и руководитель клуба «Ага» Антон Голоцуцков. И капитан команды, 4-кратный призер Олимпийских игр, 2-кратная чемпионка мира Мария Пасека. И теперь переходим к составу команды «Пантеры». Арина Сибухина, Александра Максимова,
Виталина Иванчук, Кира Иванова, Кристина Казан, Анастасия Сманцер, Илона Красичкова. Тренер команды Анна Куликова. Руководитель, председатель Федерации спортивной гимнастики Владимирской области, заслуженный тренер России Виталий Иванчук. Капитан команды, олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призер чемпионатов мира Лилия Ахаибова. А мы переходим к мужским командам. Московская «Динамо». Артем Винников, Кирилл Винников, Махамадур Мамадалиев, Макар Игнашов, Михаил Новиков, Никита Игнатьев, Олег Тесельский, Сергей Ларчев, Арсений Духно, Дмитрий Ланкин, Михаил Усов, Олег Ступкин, тренер Илья Горгельце, Михаил Феоктистов, Матвей Цыганков, руководитель команды, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, директор гимнастической школы МГФСО «Динамо» Владимир Олейников. Капитан команды, олимпийский чемпион, мой друг, трехкратный чемпион мира Артур Далаян. Мы переходим к составу команды «Легенды спорта». Максим Хадыкин, Даниил Твардовский, Сергей Ельцов, Сергей Гоголов, Александр Чичеров, Матвей Акишин, Владислав Столяров, Алексей Усачев, Артем Гуськов, Борис Ложкин, Владимир Бабаян, Даниил Лобач, тренер команды Алексей Быков. И теперь большая честь для меня объявлять это капитан и руководитель команды, четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, легенда спорта Алексей Небов! Уважаемые спортсмены, вы лучшие из лучших в этом сезоне. Сегодня решающая битва. Используйте свои ресурсы на 200%. Дайте шуму нашим спортсменам! Но самое главное, чтобы сегодняшняя борьба была абсолютно честной, за каждой оценкой, за каждым баллом будут сидеть и внимательно следить наши уважаемые судьи, дорогие друзья. Представляем судейскую бригаду матчевой встречи женских команд «Локомотив» и «Пантеры». Главный судья всероссийской категории и международной категории Елена Александровна Редянова. Представляем судейскую бригаду на матчевой встрече команд «Динамо» и «Легенды спорта». Главный судья, судья всероссийской международной категории Вильям Игоревич Катынь. Итак, переходим к самому интересному. Теперь у нас первыми порядок выступления определят женские команды, поэтому приглашаем на центр арены капитанов команд «Локомотив» и «Пантеры». Девушки, пожалуйста. У меня есть потрясающая монетка, которую мне вручили наши стейдж-менеджеры. И теперь мы выбираем. Мария Пасека начинает. Команда «Локомотив» вперед! Уважаемые капитаны мужских команд, Артур, Алексей Юрьевич, пожалуйста. Сейчас мы по-мужски решим, кто из вас будет начинать. Алексей Юрьевич, я хочу разрешить вам отдать это право. Повезло в любви. Так, орел выбирает Артур. Вы, Алексей Юрьевич. Не могу себе позволить. Вторые начинают «Легенды спорта». «Динамо» будет первая. Все, ребята, удачи! Хорошего вам выступления! Капитаны и спортсмены все обменялись рукопожатием, еще раз посмотрели друг другу в глаза. Пришло время действовать. Действовать, конечно. Давайте начинать, дорогие друзья, под ваши аплодисменты. Пусть каждый элемент, пусть будет точным каждое приземление, и мы приглашаем спортсменов занимать свои места в зоне Под ваши ожидания. Начинаем! бурные Матч за третье аплодисменты! место!
Гимнастическая лига, вся надежда на вас. Вы достояние нашей великой державы. Мы гордимся вами, верим в вашу мечту. Гимнастическая лига, наш путь к высоте. На кольцах вы показываете чудеса, на коне вы кружитесь, будто вертолет, брусья, перекладина, опорный прыжок. Вы акробаты нового времени. Гимнастическая лига, вся надежда на вас. Вы достояние нашей великой державы. Мы гордимся вами, верим в вашу мечту. Гимнастическая лига, наш путь к высоте. Целеустремленность ведет к победам. Каждое достижение — шаг вперед. Вы наше будущее, вы наша сила. И Россия вами гордится по праву. Финальный припев. Гимнастическая лига, гимнастическая лига, вся надежда на вас. Вы достояние нашей великой державы. Мы гордимся вами, верим в вашу мечту. Гимнастическая лига, наш путь к высоте. Гимнастическая лига Навсегда. Новое поколение. Вся надежда на вас. Вы наша сила. Наше будущее. Итак, дорогие друзья, сегодня нас ждет матч за третье место среди мужских и женских команд. Напомню еще раз, мужчины будут выступать на вольных упражнениях, коне, кольцах, потом у нас небольшой перерыв. Далее на опорном прыжке, брусьях и перекладины. Женщины же подключатся в борьбу, когда мужчины перейдут на второй снаряд. Девушки начнут с опорного прыжка, выступят на разновысоких брусьях, далее на бревне и вольных упражнениях. Борьба будет захватывающая, спортсмены уже готовятся потихоньку начинать, судьи уже готовы, а вот зрители готовы? Отлично! И теперь мы начинаем, дорогие друзья, вольные упражнения. Первая дуэль представляет команду «Динамо Москва» и открывает наш матч за третье место Олег Ступкин.
Олег Ступкин! Ваши аплодисменты, друзья! Открывать соревнования всегда тяжело, но Олег блестяще справился со своей задачей. Неплохое выступление. Сегодня, конечно, очень многое на кону у ребят. Олег, мы тебя поздравляем. Как ты? Как оцениваешь свое выступление? Спасибо, сделал все хорошо. В принципе, без грубых ошибок. Все в 0-1, до скоки. Своим выступлением доволен. Надеюсь, команда также в том же духе продолжит. Ребята, собрались до конца. Красавчик. Спасибо тебе большое, это было великолепно. Итак, дорогие друзья, в противостояние Олегу Ступкину в этой дуэли выходит представитель легенд спорта Алексей Усачев. Алексей Усачев. Яркая Алексей. комбинация. Никто не хочет сдаваться сегодня. Никто не будет уступать. Каждое приземление будет играть важнейшую роль в сегодняшней битве в матче за 3-е место. Алексеевич, вот я даже, Леш, можно тебя тоже сразу туда к нам на секунду? То, что твой невероятный капитан, наставник очень сильно за тебя переживал с самого начала. Каково это выходить первым? Сложно? Я понимал, что нужно делать все для команды. Я не думал о том, что сложно, не сложно. Все для команды, Все для команды и ради команды. Дайте шуму этому парню! Молодец, Лех. Хорошее выступление. Алексей Юрьевич, как оцениваете выступление своего подопечного? Оцениваю выступление хорошим. Тяжело выходить первым всегда. И я теперь понимаю наших тренеров, потому что вот мне сейчас легче выходить самому что-то делать, чем смотреть, как ребята мои выполняют те или иные упражнения. Это, конечно, нервяк такой. Думаю, Господи, дай всем нам сил, терпения. Всем хорошего настроения, болеем за наших. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Юрьевич.
Первая дуэль закончена, дорогие друзья. Совсем скоро мы узнаем счет. После первых выступлений гимнастов впереди у нас еще 2 дуэли. Динамо против легенд спорта. Команды стараются выставить на снаряд сильнейших своих игроков, сильнейших спортсменов, для того, чтобы разница в очках была максимальной и таким образом набрать наибольшее количество очков. Я знаю, что здесь у нас на трибунах большое количество уже поклонников и зрителей гимнастической премьер-лиги, поэтому правила знают все максимально хорошо. И счет после первой дуэли 3-0 в пользу Динамо Москва. При такой поддержке ничего не страшно, дорогие друзья. И мы переходим уже ко второй дуэли. Открывает ее динамовец, настоящий красавец Мохаммад Мамадалиев. Встречаем! Мохаммад Мамадалиев, давайте поддержим, дорогие друзья. Все бывает. Это спорт, это соревнование, и здесь нет права на ошибку. Нет разминочного подхода, все сразу на оценку. И от этого, конечно, нервы накалены до предела у спортсменов. Тем и прекраснее наш мир спорта. Артур, расстроился чуть выступлением своего подопечного? Ни в коем случае, дорогие друзья, это только начало, первый снаряд. Ребята входят, так скажем, в колею, щупают очень многие моменты, поэтому здесь максимально эмоции зашкаливают у спортсменов, поэтому ничего страшного, ошибки в таких моментах допускаются. Но Муха молодец, собрался, доработал до конца, и это самое важное. Спасибо большое, Артур. Аплодисменты Мухаммаду.
Итак, во второй дуэли готовится уже выступить представитель легенд спорта Владислав Бабаян. Владислав Бабаян. Вторая дуэль, конечно, более напряженная, чем первая. Уже, дорогие друзья, у Мухаммада Мамадалиева было падение на вольных упражнениях. Здесь Владислав Бабаян может немножко отыграть у «Динамо» несколько очков. Посмотрим, конечно, что скажут судьи прежде всего. У нас самая квалифицированная профессиональная судейская бригада. И да, действительно, дорогие друзья, 5 очков зарабатывает Владислав Бабаян, легенд спорта. И счет становится после второй дуэли 5-3 в пользу легенд спорта. Итак, заключительная дуэль. На старте представитель команды «Динамо Москва» Арсений Духно. Арсений Духно.
Дорогие друзья, 17-летний гимнаст Арсений Духно, один из самых перспективных в сборной команде России. Уже сейчас, совсем недавно, Арсений вернулся с первенства мира в Маниле, которое проходило, и там завоевал 2 золотые медали, одна из которых абсолютное многоборье. Фантастический результат для Арсения в столь раннем возрасте. Хоть и здесь на профайле у нас написано мастер спорта, конечно же, это звание уже совсем скоро поменяется на мастер спорта международного класса. Ну, а тем временем я передаю слово Кириллу Кошарину, рядом с капитаном команды «Локомотив», многократным призером Олимпийских игр Мария Пасега. Кирилл, пожалуйста. Спасибо, Имин, большое. Маш, скажи, пожалуйста, девчонки не мерзнут? Нормально все? Не, все в порядке. Взяли курточки с собой, перчаточки, все. Все хорошо, готовитесь? Да. Как вам мальчики? Ну, есть ошибки, но правильно сказал Артур Далаян, это еще первый снаряд. Ребята вкатываются, и делать какие-то выводы, кто выиграет, кто проиграет, это вообще сейчас бессмысленно, потому что у ребят еще 5 снарядов впереди. Пожелаем им удачи. Да, вперед, только вперед. Спасибо, Маш. Итак, дорогие друзья, в противостояние Арсению Духно от легенд спорта выходит на ковер Даниил Твардовский. Даниил Твардовский, давайте поддержим аплодисментами, дорогие друзья. Это была заключительная дуэль на вольных упражнениях. И совсем скоро мы узнаем счет матча за 3-е место после первого снаряда. Конечно, 3-я дуэль была максимально интригующей, потому что Арсения Духно комбинация довольно сложная, сильная, неплохо выполненная. Даниил Твардовский, к сожалению, допустил ошибку, и здесь счет может быть сильно выше, чем у легенд спорта. Динамовцы могут, в принципе, сейчас вырваться вперед. Впереди нас ожидает у мужчин снаряд «Конь». Максимально психологически сложен, поэтому там тоже будет все очень многое решаться. У кого нервы будут крепче, тот, соответственно, и выйдет вперед. Итак, дорогие друзья, мы буквально через мгновение уже готовы объявить счет после первой встречи на вольных упражнениях. Команда «Динамо», команда «Легенды спорта»
да? До победного. Арсений Духно против Данила Твардовского. И внимание на экран, дорогие друзья! Арсений Духно приносит команде «Динамо Москва» 5 очков. Счет после вольных упражнений 8-5 в пользу «Динамо Москва». Может, он фишечку держит, конечно. Согласен, Конечно. блефует, как знатный покерист. Да. Мы его знаем, он такой, поэтому подождем. Но я думаю, конечно, все равно Арсений должен делать брусья. Но кто знает, после той ошибки в полуфинале против Львов, может, будут какие-то изменения. Так, и у нас сейчас подключатся девочки. Девочки выйдут на опорный прыжок. Дим, мы не представляли команды женские. А мы потому что ждали, Да. когда они придут, и мы сможем их объявить. Сейчас они как раз выйдут, да, и мы начнут обязательно выходить. назовем вам составы команд. Очень хорошая организация здесь в парке Легенд. Вот мне очень нравится, что для каждой команды сделали такой отдельный подиум, на который они располагаются. Очень такое интересное решение. Да и вообще здорово. Все, что происходит в рамках гимнастической премьер-лиги, от встречи к встрече, с каждым туром все лучше и лучше. Дорогие друзья, даже если сравнить финал первого сезона гимнастической премьер-лиги с тем, что мы видим сейчас, какие призы, автомобиль. Действительно, гимнастическая премьер-лига — это тот проект, который очень был необходим здесь и сейчас в нашей стране. И Никита Владимирович Нагорный, как создатель этого проекта, очень давно уже, выступая на бундеслигах, выступая на французских лигах, мечтал однажды сделать что-то подобное в своей стране. Он эту идею вынашивал очень долго. Он относится к этому проекту как к своему детищу, очень трепетно и с огромной любовью. И действительно мы это наблюдаем, что гимнастическая премьер-лига развивается до крупных финалов, до крутых призов. К сожалению, матч за третье место не получилось сегодня забить полностью трибуну, но, насколько я знаю, на финале у нас сегодня чуть ли не аншлаг ожидается. Ну, знаешь, это же еще важная история про то, что это проект, который совсем недавно появился, и все равно должна появиться культура боления. Вот такая у нас гимнастическая. Непривычная, да. Да, вот такая абсолютно незаурядная. Итак, состав команды «Пантеры». Лидер Лилия Ахаимова. И в составе Александра Максимова, Виталина Иванчук, Кира Иванова, Кристина Казан, Анастасия Сманцер, Илона Красичкова, Елизавета Зорина. И состав команды «Локомотив». Лидер Мария Посека. И в составе Елена Сенчикова, Вера Вахрушева, Ульяна Дубровская, Мария Чубарева, Варвара Желанкина, Маргарита Халчева. Вот такой момент. Кстати, интересно, что у нас здесь все либо мастера, либо КМСы по спортивной гимнастике. И только вот один мастер Беларуси, спорта да, международного класса, да, Анастасия Сманцер. Она как раз из Беларуси будет выступать за гимнастический клуб «Пантеры». И она очень здорово влилась в этот коллектив. В полуфинале встреча была у «Пантер» против «Чародеек». После двух видов казалось бы, что «Чародейки» все, приговорили «Пантер». Это легкая победа для команды Ангелины Мельниковой. Но нет, «Пантеры» просто вышли на бревне, выиграли сразу 9 очков у «Чародеек» и практически до минимума одним снарядом сократили отставание. И во многом благодаря Анастасии Сманцер, которая присоединилась к команде «Пантер» и помогает очень сильно. Увидим ее сегодня на бревне. И на каком-то еще втором снаряде пока это загадка. Ну, вообще, это интересная история про подключение легионеров. И я вообще ни разу не удивлюсь, если в следующем сезоне мы увидим ребят из какого-нибудь очень сильно дальнего зарубежья. Ну, допустим, тот же Карлос Юла. Что ему мешает приехать сюда, в Россию, выступить на одной из стадий гимнастической премьер-лиги, при том, что
переходы между турами, они допускаются, и можно подтянуть к себе кого-нибудь на действительно важный и решающий этап. Я просто, когда был в Джакарте на чемпионате мира по спортивной гимнастике, ну, знаете ли, когда смотришь на прыжки Карлоса Юла, вообще непонятно, как он кому-то может проиграть. Человек просто гвоздем втыкается на каждом приземлении. Думаю, здесь смог бы украсить здесь он нашу гимнастическую вечеринку. Действительно, олимпийский чемпион, двукратный в вольных упражнениях, в опорном прыжке. Гимнаст очень большой буквы. Там, я насколько знаю, в Филиппинах ему чуть ли не там остров подарили. Он там живет Самое классное. Как король он живет у себя. Да, у него же младший брат есть, который сейчас на юниорском чемпионате тоже выступал, тоже хорошо прыгает, тоже весь в порядке. Но я, честно говоря, не вникал, но помню, что где-то читал, что он в Японии живет и в Японии тренируется. Да, это совершенно верно. И у Карлоса Юла то же самое. Мы можем наблюдать за техникой винтового вращения, вот эта изюминка японская. Она заключается в том, что небольшой выход отклонения от оси вращения у японцев, они были первыми, кто начали так прыгать, поэтому Кензо Ширая, помним такого гимнаста, есть который такой, начал да, делать 4 винта, парень. и тогда казалось, что это что-то невероятное. Это было во многом за счет того, потому что вот японцы придумали такую хитрую технику. Нас все-таки всегда учили делать отход, выходить в бланш, потом крутить уже винты, а вот японцы начали первыми немножечко воровать в начале, начинать раньше скручиваться, но и при этом грамотно это делать, чтобы тебя никуда не косило. Это тоже нужно уметь. Это не просто раннее какое-то вращение. Там все должно быть четко, правильно, плечи должны верно направляться. И вот японцы первые, кто начали так прыгать, и потом уже начал подхватывать весь мир. И действительно, Карлос Юла тренируется в Японии, и очень много ему дала именно японская школа гимнастики. А мы готовимся к коню Махи. Данил Твардовский из команды «Легенды спорта» первым выходит на коня и сразу же, мне кажется, садится как будто бы на снаряд. Не было вот на скрещивании? Нет, это Матвей Акиншин у нас, да. Матвей Акиншин. Ага. Матвей Акиншин, нет, там это такая... Данил Лобыч. И не Лобыч, да, не смотрим на экран. Это Матвей Акиншин, человек, который принес победу своей команде в четвертьфинале против крылатых барсов. В дополнительном раунде одержал он победу и вывел легенд спорта сначала в полуфинал, а сейчас уже представляет свою команду в матче за третье место. Соскок немного с ошибкой. Здесь не поднялся в стойку. Будут вопросы, да, по соскоку будут вопросы у Матвея. Сама программа была выполнена здорово Матвеем, но сейчас будем ждать оценку за трудность, потому что судьи вправе не засчитать сейчас соскок. Правильно, Дима, ты уже подметил, ты уже настоящий эксперт в спортивной гимнастике. Мне даже кажется, что ты разбираешься лучше многих в этом деле. Соскок нужно выходить в стойку, в четкую вертикаль, но Матвей здесь не показал. А это у Матвея же Акиншина, брат-близнец еще, да? Да, выступал он за «Тигров» во втором сезоне. Вообще у нас интересно, что в российской гимнастике сразу... Вот, видишь, вот он сел на снаряд, да, прям было? Да, здесь тоже, Матвей, мы проболтали с тобой начало немножко, пока выясняли, кто у нас на снаряде. Да, здесь тоже снимут, но это было не падение, я думаю, он не прям сел, там... Просто потеря темпа, да, потеря темпа здесь у Матвея. Сейчас ждем соскок, это проходка Тон Фэй по всему коню. Очень эффектная, красивая проходка. Вот он, смотрим, соскок. Как-то не дотянулся поясничкой наверх. Да, здесь спорно. Здесь так вот я про что говорил, что у нас братья Акиншины, близнецы, а есть еще сестры Третьяковы, близняшки. Вот одна из сестер Третьяковых сегодня будет в финале за команду Бестис, за команду Даршина Горн. Это мои любимые гимнастки, честно говоря, из тех, кто выступают сейчас. Когда Катя Третьякова, Катя как раз, по-моему, выступает за Бестис, вот когда она выйдет, вы там все поймете. Но это будет в эфире телеканала Матч ТВ в 15 часов по Москве. Там, конечно, восторг. Обаяние, красота, как у Елены Сенченковой, которая идет делать... Опорный прыжок. Действительно, команда «Локомотив». Юрченко назад, прогнувшись вперед на 360 градусов. Винт назад прямым телом, но были здесь ошибки у Лены. Подсогнула ноги в момент вращения. Сейчас посмотрим в повторе. Лена Сенченкова, Набережные Челны, место рождения, приехала усилить команду
Локомотив, потому что Локомотив — это московская команда. Давайте вспомним про и никогда не забываемый такого человека, руководителя команды «Локомотив» Антон Сергеевич Голоцуцков, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине. Елена Сенченкова. Ну, хорошее начало, но девочки в основном сегодня и будут прыгать такой прыжок. Винт назад, такой достаточно базовый считается. У девчонок, а на высоком уровне на чемпионатах мира выполняют девчонки схожий прыжок, только уже с 2 винтами. Редко, когда мы видим что-то другое. Как, например, представительница сборной Германии, которая с одной руки решила прыгнуть в финале чемпионата мира. Мы много разного видели в финале чемпионата мира, как Да. Китаянка просто перепрыгнула через коня. Да, очень интересный финал получился. в Разволновалась Джакарте, она, действительно. да, очевидно. Мария Пасека, чемпионка мира именно в этом виде гимнастического многоборья, двукратная. Она выигрывала прыжок в те времена, Дима, когда Симона Байлз блистала на мировой арене. Так Ничего что себе. это вдвойне сложнее. Ждем результат. Как говорится, выигрывала Елены. прыжок, когда это еще не было мейнстримом. Да, именно так. И мы переходим на коня. Ну, кстати, Матвей Киншин до сих пор еще оценку не Вот получил. здесь, да, из-за соскока. Я думаю, до сих пор спорят. Всегда в спортивной гимнастике, что у мужчин, что у женщин, если есть спорные моменты по элементам, засчитывать, не засчитывать, особенно соскок на коне, привыкайте к тому, что оценка затягивается. Оценка затягивается, и следующий гимнаст будет между тем вынужден уже подождать. Елена Сенченкова получила оценку 13,3 за свой прыжок. И я думаю, пока мы ждем оценку Матвея Киншина, мы можем спокойно поставить уже второй прыжок девочек. Ну, не знаю, тут, я думаю, по регламенту они будут смотреть. По идее, вначале мальчик, девочка. Должно все идти четко по порядку. Возможно, что не выпустят, Дим. Будут ждать результат Матвея. Тогда мы их поддержим в этом. 12,566 получил Матвей Киншин. Да, не засчитали. Это значит, что не засчитали соскок Матвею. Но он дал такой повод. И для команды «Динамо» это хороший шанс. «Динамо» очень хорошо справлялась с конем. И в полуфинале, и в четвертьфинале практически не давали здесь очков своим соперникам. Посмотрим, что будет сегодня. Макар Игнашов, «Динамо Москва». Смотрим. Здесь довольно простой элемент в начале. Флоп-система группы D. Что поинтересней. Да, Как здесь начинает раскручивать себя. Здесь не будет суперсложной комбинации, сразу вам говорю. Здесь ставка на чистоту. Хочется сказать, что это самый молодой участник нашего матча. 2008 года рождения. Но дело в том, что Арсений Духно тоже 2008 года рождения. И вот про него так никак не скажешь. Арсений молодой, знаешь, ну как будто хочется подсветить его юность. Но так Арсений, который летом обыграл всю сборную России на чемпионате России с 2 падениями в финале многоборья. Но давайте мы все-таки Арсения все время за скобки будем немного выносить. Потому что глобально наша гимнастика — это скорее, ну так, массовая гимнастика. Это скорее Макар Игнашов, чем Арсений Духно. Как Арсений Духно, они рождаются вот там раз в много лет. Раз в столетие, да. Да. А Макар Игнашов просто парень, который занимается этим делом, может добиться Любит высот. это дело, да. Конечно, поэтому он да. здесь сегодня и сейчас. Могли бы сказать, что «Динамо» очень молодая команда, но вспоминаем, что Никита Игнатьев представляет команду «Динамо». Это да, человек, которому скоро 50-летний юбилей будет отмечать, мне уже кажется. Может быть, отцом у Макара, например. Да. Так, что ж у нас по оценкам у 16 лет девочек? разница у них с Макаром. 16 лет, представляешь? Вот так вот. Никита Игнатьев, легенда. Мы увидим его сегодня. Обязательно увидим его на кольцах. Человек, у которого потрясающая есть история, но такая не особо потрясающая для него. Если я все правильно помню, он должен был ехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И его уже там чуть ли не утвердили в составе, а потом решили устроить контрольную тренировку и все-таки устроить ему зарубу с Ваней Стритовичем. И тогда Игнатьев в этой зарубе уступил. На Олимпиаду поехал Стритович, стал призером Олимпийских игр в команде. А Да. Ваня Игнатьев на Олимпиаду так и не попал. Илона Красичкова из команды «Пантеры». Но зато Никита Игнатьев попал на матч за 3-е место 2-го сезона гимнастической премьер-лиги. Смотрим. Вот, уже поинтереснее. Вперед сальто вперед в группировке с поворотом на 180 градусов. Вперед сальто с поворотом. Не винт назад. Вот, отметим. Потому что девчонки в основном сегодня будут прыгать его. Сальто вперед с поворотом. Да.
Соответственно, вот у нас Даниил Маринов, Мухаммаджон Якубов, Никита Нагор делали двойное сальто. Да, с совершенно поворотом. верно. На одно сальто больше в воздухе у ребят. Но если кто-то когда-то из девочек прыгнет такой прыжок, то я не знаю, ну Симона Байос разве что могла это продемонстрировать. Больше не знаю кто. А нет, знаю. Елена Продунова, наша прославленная гимнастка, которая первая в истории прыгнула двойное сальто вперед на прыжке еще со старого коня, со старых мостов. И никто до сих пор близко не смог повторить то исполнение. Дорогие друзья, если вы никогда не видели прыжок Елены Продуновой, открывайте интернет и смотрите, потому что вы до сих пор такого не увидите нигде. Елена, огромный привет передаем. Она директор школы в Нальчике, возглавляет Федерацию гимнастики Кабардино-Балкарии. Каждый год я лично со своими учениками приезжаю к ней на турнир. У нее всегда очень здорово и классно. Елена Продунова, огромный привет тебе передаем из Москвы. И ждем результат. У нас есть результат. 12,666. Вот так-то раз. Вроде прыжок посложнее, а в итоге 0,7 проиграла. Нет, он не посложнее, он разнообразнее. Наоборот, винт на 0,4 выше. И 13,3, да, за первый прыжок у Лены Сенченковой. Да. Это значит, что Локомотив выходит вперед. 3-0. Да, разница больше, чем полбалла в оценке. Это 3 очка. Очень легко запомнить, дорогие друзья, 3 очка, 4 и 5. 3 очка — это если выше, чем полбалла разница, но не выше, чем балл. Любая разница выше, чем балл до 2 баллов — это 4 очка. 2 балла и выше — это 5 очков. А мы переносимся на коня. Даниил Лобыч, человек, который ошибся в полуфинале именно на этом снаряде. Посмотрим. Мы как-то упустили момент, какой счет в итоге стал в матче «Динамо» и «Легенды спорта». Вот у нас, смотри, разница в 3, чуть больше 3. Десятых. Или нет, ну да, 12 да, 566. И если чуть больше 0,3, то это разница в оценке получается. Это должно быть 2 очка. 2 очка. Значит, видимо, да. Должно быть 2-0 в пользу Игнашова. Макара, соответственно. Да, значит, 10-5. они где-то 10-5. А Даниил Лобыч снова ошибается. А тем временем Даниил Лобыч у нас соскочил со снаряда. Также он соскочил и в полуфинале. Не идет у Даниила на коне. Второй раз не идет. И это очень плохо для команды «Легенд спорта», потому что счет уже 10-5. И «Легенды спорта» продолжают ошибаться и дарить очки команде «Динамо». Мне кажется, что «Динамо» после полуфинала точно провела работу над ошибками. После тех брусьев провальных они сегодня явно не собираются просто так ничего никому отдавать. Данилу надо сейчас собраться и доработать до конца. Проходка Мадьяр. Швадой остается соскок. Здесь хорошо, но падение. Падение, к сожалению, для команды «Легенды спорта» и для Даниила. Посмотрим, кто выйдет отвечать Даниилу в этой дуэли. И переносимся на прыжок, где у нас 3-0. Лока впереди. После первой дуэли ждем вторую дуэль, которую начнет Ульяна Дубровская, воспитанница самбо-70. Ульянкина Марина Геннадьевна, личный тренер. Родственница твоя. Мама моя, личный тренер Вот Дубровской Ульяны, так же, как и личный тренер Марии Пасеки, Седы Тутхалян, Екатерины Курбатовой. Все это заслуженные мастера спорта. Алла Сосницкая, также призер чемпионата мира. И Марина Геннадьевна Ульянкина у нас судит арбитром на прыжке сегодня. Вот так вот. Когда я еще маму в эфире Ну вот в 3 часа дня сегодня еще объявишь. В 3 часа дня объявим? На телеканале Матч ТВ. Да, дорогие друзья, в 15:00 телеканал Матч ТВ, финал гимнастической премьер-лиги. Обязательно включаем, смотрим, а лучше приезжаем на арену и смотрим здесь. Ульяна Дубровская, команда «Локомотив». Юрченко с винтом, хорошо, небольшой заступ вроде был за коридор, но здесь на ноги, и с таким прыжком она претендует на оценку за 13 баллов. И посмотрим, чем ответят «Пантеры». Дима, у девочек 2 у нас, надо сказать, что девчонки выступают по 2 на снаряде. 2 дуэли, да. Ну и нормально. Разница с мальчиками в том, что мальчиков 3 на снаряде, девочек 2. Всего лишь 8 подходов у девочек за все соревнования. Это значит о том, что очень тяжело отыгрывать большие разрывы. Нужно командам держаться
рядышком, если они претендуют на победу, не допускать больших разрывов, потому что иначе просто может не хватить подходов, чтобы отыграться. Даниил Лобач получил 11566. Надо сказать, что команда его и так проигрывала 5 баллов по итогам первых 4 дуэлей. Но сейчас очевидно, что они как минимум много не отыграют, мягко говоря, с учетом падения Лобача и такой низкой оценки. А выйдет Ларчев Сергей, который может на 13 баллов сработать на коне. Ну вот я про это и говорю. Даже если он упадет, вряд ли там будет сильно большая разница. Да, легенды этой дуэлью точно не отыграются, а могут только ухудшить, усугубить свою ситуацию. Сейчас... Но мы прекрасно понимаем, что гимнастика — это 6 снарядов. Да. И особенно отдельно выделяем перекладину. Последний снаряд, последний вид программы, на котором может случиться все что угодно. И человек может выйти туда с огромным преимуществом, развалиться на этой перекладине и потом рухнуть по протоколу и свою команду просто обвалить. И не только он один, а может 2, а могут и все 3 так выступить. Мы это видели, знаете ли, на уровне финалов Олимпийских игр. Что уж говорить про гимнастическую премьер-лигу. Но... ой-ой-ой. Ларчев Сергей, элемент СО на одной руке, очень красивый. Это было хорошо. Флоп-система. Здесь у Сергея задача одна, просто сделать свою программу. И, конечно, он выиграет свою дуэль. Здесь немного развел ноги незначительно на флоп-системе с русским кругом. Проходка Тонг Фэй не выбрасывает элементы. Ларчев Сергей идет в полную трудность, несмотря на то, что его оппонент допустил ошибку. Обратите внимание. Хвалим Сергея за смелость. 5 баллов. Да, и есть ощущение, Вот что оно. он может это сделать. Блестящая, блестящий Ларчев Сергей. Очень уверенная, хорошая, сложная комбинация. Мы увидели и элемент сон на одной руке. 2 различные флоп-системы. Проходки через всего коня с поворотами. Это претендент на 11566 у Даниила Лобача. Здесь, чтобы выиграть 5 очков, ему надо получить 13 и 6. Может ли он получить? Я думаю, что может. Посмотрим. Посмотрим, что скажут судьи, и перенесемся на опорный прыжок. Сергею Ларчеву 20 лет, вот там писали, призер первенства России, но уже выступает по взрослым. Я думаю, за команду, наверное, уже где-нибудь точно у него получалось. Ну и прикольно, смотри, вот мы как раз видим, как команда сидит, наблюдает за ним. Женя, Кисель здесь тоже. Интересно, будет ли Кисель сегодня принимать участие? Я думаю, что нет, потому что он в резерве сборной России, а мы уже видели Олега Ступкина. А по регламенту можно только одного. И Арсения Духно тоже видели еще. Арсений Духно основной состав, да. У ребят разрешено основном составе выступать. Вот я говорю, что как бы Кисель, он тоже в основном составе, 2 основных. Да, он уже, в основе, наверное, да, совершенно верно, Дим. Я не прав, что он в резерве, он в основе, так, да. и Двум Кристина нельзя. Казан. Двум нельзя. Кристина Казан — это команда Пантеры. Тоже, опа! Как каждый раз больно смотреть на этих падениях. Неожиданное на самом деле падение. Казалось бы, что Кристина летит так на ноги, уже уверенно. Надо сбоку посмотреть повтор, если нам дадут. Так очень неожиданно. То ли раскрылась сильно, Кристина поверила, что она очень высоко летит и начала ловить приземление. Непонятно. Но это падение, и это значит, что Локомотив... А Локомотив уже прыгнул, и результат Ульяны Дубровской 13,1. Это значит, что Локомотив сейчас выйдет вперед и выйдет вперед сильно. А я напоминаю, что у девочек очень тяжело отыгрывать большие разрывы. Нельзя, не отпускайте никого. Мы хотим видеть борьбу до последнего снаряда. Мы не хотим смотреть какие-то разгромные победы. Мы хотим, чтобы на заключительном виде все решалось. Как на Олимпиаде в Токио. Дима, комментировал ли ты тогда, когда Никита Нагорный последним подходом что-то невероятное продемонстрировал. Когда у него комбинация пошла абсолютно не по плану. И оставалась концовка, которая надо было встать в доскок. Вот это мы хотим сегодня видеть здесь в парке легенд на гимнастической премьер-лиге. Иванчук Виталий Иванович, руководитель аж 3 команд на наших экранах. Лилия Хаимова, капитан команды «Пантер». Думаю, пока она не очень довольна выступлением. Хочется, чтобы Лилия девчонок. как-то чуть больше поддерживала своих девочек. Потому что, ну вот сейчас был эпизод, да, когда Кристина Казан так неудачно выступила. Как-то я, честно говоря, не увидел, что Лиля подошла бы к ней, обняла. Ну, для Лили тоже это дебют. Дебют в рамках капитана команды. Для нее это все, это новый опыт. Она же блистала на арене сама, как действующая гимнастка. Я думаю, Лиле тоже надо немножко время. Она вкатится, привыкнет и будет
великолепным капитаном Итак, своей команды. чуть меньше балла разрыв получается. Если меньше, то 3 очка должно быть. То это 3 очка, и, соответственно, счет 6-0. Вот такое начало. Выходит вперед. Вот такое начало от Локомотива. Елена Сенченкова, Ульяна Дубровская по 3 очка принесли своей команде. 6-0 Локомотив, Москва, Пантеры, Владимир. Переносимся на коня. Александр Чичеров, тоже легенда. Легенда Александр. Человек, который вернулся в гимнастику ради гимнастической премьер-лиги. Смотрим. Флоп-система. Элемент сон тоже блестящий. Очень красиво, Александр. Как это ж сложно набрать форму после, ну, сколько-то лет простоя, когда ты каждый день тренировался, по 2 раза в день тренировался. Потом ты спокойно живешь обычную жизнь, потом такой гимнастика, здравствуй снова, я опять здесь в зале. И соскок, на котором часто ошибается Александр, и сегодня он справляется со своей программой. Не всегда ему удавалось на коне показать свой максимум. Допускал падения, очень часто ошибался на соскоке Александр. И вот, наконец, Дима, я всегда говорил, что Александр наберет оптимальную форму как раз к финальным состязаниям, что нам сейчас Александр и демонстрирует. Легенды спорта, включайтесь, не хотим мы видеть разгромы, нужна борьба. 99-го года рождения, мастер спорта международного класса. Это ему сейчас 26 лет. Воспитанник Казанской школы гимнастики. Была у него травма плеча, он выступал за сборную России на международных турнирах. Много лет провел в сборной России. Потом принял решение завершить карьеру. У него была травма плеча. Он переехал в Москву. Женился, кстати говоря, недавно. Начал уже тренерскую деятельность на базе Ватутинки ЦСКА. И когда узнал, что появляется такой проект, начал потихонечку восстанавливаться. Там же на базе Ватутинки ЦСКА Быков Алексей Игоревич тренирует Александра, так же, как и тренирует Ирину Комнову, которую мы сегодня увидим в составе команды «Чародеек», и Арину Струкову, которую мы сегодня увидим в составе команды «Бестиас». Вот так вот Алексей Игоревич Быков готовит спортсменов из разных городов. Ирина Комнова — Тула, Арина Струкова — Когалым, Александр Чичеров — Казань. И все они в Ватутинках в ЦСКА готовятся к гимнастической премьер-лиге. Блистательная селекция. Да. Гимнастическая, но справедливости ради, Владимирская школа гимнастики тоже этим славится. Несомненно. Почти в каждой команде мы видим представителя Владимирской гимнастики. А тем временем Михаил Новиков выходит на снаряд. Оценка Александра Чичерова 13,66 балла. Михаил Новиков — специалист на этом виде, и сейчас он... Очень классное начало у него было. Сейчас в повторе покажут. Я понятия не имею, как называется этот элемент. Мне кажется, вижу его впервые. Как, знаешь, он чем-то напоминает перелет Люкина на перекладине. Как он поздно Сона вставляет, да, здесь? Он перед этим сделал еще сложнейшую систему без угла с системой. Это как пол Сона, который ты добавляешь с поворотами на одной ручке. Это по новым правилам после Олимпийских игр в Париже повысили. После Токио повысили. Здорово! Здорово! Михаил Новиков блестяще это было справляется. Очень хорошо, это было очень красиво. Блестящий Илья Бодрич Георгадзе, выводящий тренер команды «Динамо», Михаил Михайлович Феоктистов, Матвей Николаевич Цыганков. Все, я думаю, сейчас довольны и понимают, что главное не расслабляться, не делать то, что они сделали в полуфинале во встрече против Львов на брусьях. Браво, «Динамо» вновь закрывают коня без падений. Нет, это просто потрясающе. Вот смотрите, в самом начале он делает... ага, мы не увидим. Ну, да, крещение с поворотом. Да, крещение с поворотом 360 градусов, когда он перевернулся вот так. Да, через всего коня, я понял. Очень редко кто делает такой элемент, действительно очень сложный. Как правило, ребята начинают, кто владеет этим снарядом, начинает с выхода в стойку на скрещение. И редко кто берется на сложные скрещения с поворотами через всего коня, через все тело. Давайте послушаем Артур Даллаян. Я, знаешь, еще что хотел сказать, что мы совсем почему-то, кстати, ну давайте. Просто красавец, говорит Артур Новиков Даллаян. волнуется, а потом выходит и делает. Ну, хотя бы один снаряд-то надо делать без волнения. Я к чему веду? К тому, что у нас очень мало людей, которые делают вот коня
максимально зрелищно, когда вот они круги в противоход, когда ноги вверх подняты, как Полишов делает, как этот парень из Тайпе Круги делает. Томаса, да, или да. как их называют. Ну вот, это в целом, для меня в свое время это было откровением, когда я узнал, что в целом можно и без них набирать большую оценку. Мне казалось, что это прям высшая школа. А это, собственно, просто по желанию. Хочешь можно так, хочешь можно по-другому. Но хотелось бы видеть чуть больше вот таких вот зрелищных элементов, как Серега Найден делает, как Влад Полишов делает. Когда они в такой режим миксера включают, и они начинают там вертолетом буквально-таки над этим снарядом порхать. Дим, тут смотри, в чем дело. Тут надо, чтобы исполком ФИШ тоже очень сильно захотел этого. 100%. Потому что они могут это сделать. Они могут поднять стоимость элементов, ну да, которых не хватает, повысить их в трудности, как они сделали с проходками в кругах Томаса на коне. Если ты делаешь проходку ноги вместе, Мадер Швадо, это группа сложности D и D. А если ты делаешь ноги врозь, их поднимали до группы сложности E на 1/10. И сразу весь мир начинает крутиться ноги врозь. Здесь все зависит от комитета ФИШ, от исполком ФИШ, которые вправе менять правила спортивной гимнастики после каждого олимпийского цикла. После последней Олимпиады в Париже очень сильно поменялись правила мужской гимнастики. Стало 8 элементов вместо 10. Увеличили соскоки, начали удваивать соскоки, поощрять эти соскоки. В общем, здесь надо, чтобы ребята там тоже захотели, Дим, как и ты. Ну и да, подняли все элементы ноги врозь на коне, все элементы Томаса. И тогда, поверь мне, очень скоро мы увидим, как начнут вращаться. Но это действительно выглядит зрелищно. Я не имею права не согласиться. А как делает у нас Кирилл Прокопьев на вольных упражнениях? И сегодня нам покажет в финале обязательно. Так, что у нас с оценкой? 13-166 и Чичеров 13-066. Это похоже на ничью. Разница, да. Ничью и... похоже, надо было что чуть больше 10, чтобы... Да, 0-0, вот мы видим. Михаил Новиков, Александр Чичеров. Но и также мы видим 14-5 от Динамо после двух видов. Локомотив Москва, Пантеры, Владимир 6-0. Вот такое у нас Ну, знаешь, начало. Александр Чичеров против такого Михаила Новикова не проиграл. Это тоже уже... Да. Блестящий результат. Никита Игнатьев, двукратный чемпион Европы, опытнейший. Ему очень много лет, 92-го года рождения, если мне не изменяет память. То есть, соответственно, да, ему верно, уже 33 года. Всего, как он считает, 33 да. года. Поэтому начинает с сложнейшим элементом Азарян самолет. Браво, Никита, браво. И еще один самолет, посмотрите. Говорит, в августе вернулся в гимнастический зал и поехали все вспоминать. Это действительно, держит как хорошо так крест. Сначала думали, что высоко будет, в итоге опустился. Нормальная линия. У него здесь еще, Дим, Ай! соскок, к сожалению. Нет, это он нормально. так и хотел. Да, так проходящий оборот. Ощущение, что там такая пауза была, он хотел в стойку встать. И, тяжеловато. Внимание, сложнейший соскок. 2 бланжа с 2 винтами с колец. Есть, но не в доскок. Браво, Никита. Браво, Одно удовольствие Никита наблюдать Игнатьев. за работой такого мастера. Как здорово, что он вернулся. Мы с ним, кстати, обсуждали. Он говорит, может, даже чемпионат России подъеду. А почему нет, когда ты набрал форму, находишься в идеальных кондициях? Но там же вопрос, что нужно все равно проходить отборы. Нужно от своего региона пройти через регион, округ и уже оттуда получить допуск на Россию. Но здесь вопрос участия его в этом уровне соревнований. То есть спокойно, с такими кольцами, я думаю, он до России тоже должен доходить железно. Через все это сито отборов региональных. Конечно, Дима, я сейчас начинаю понимать, что нас ожидают очень серьезные кольца в этой встрече, потому что у нас впереди Олег Ступкин, впереди Алексей Усачев, впереди Максим Хадыкин, про которого мы отдельно обязательно скажем, когда он выйдет на снаряд. Очень серьезные у нас дуэли на кольцах сейчас намечаются. Ребята не первый понедельник делают этот снаряд, как говорится. Но мы готовимся к брусьям женским. Нас пока не переносят. Но брусья у нас тоже традиционно наш вид, на котором российские гимнастки выступают из года в год очень хорошо. И мы прекрасно понимаем, что если бы вот не это правило международных стартов, когда в финале могут быть только 2 человека от страны, но вот на брусьях спокойно там, я не знаю, 4 человека могли бы от России выступать в финале. Александра Максимова сейчас выходит выступать. Подрык Пантер, специальный воспитанница Владимирской школы гимнастики. Алексей Богданов с ним много лет работал, сейчас уехал поднимать гимнастику в Швеции. Посмотрели на его успехи в России, сказали, нам такие специалисты нужны, оплатили трансфер.
Там что-то в районе 1,5 миллиона. Ой, как будто об жертву ударилась, да, ногой? Нижний жертв чуть-чуть задела, да. Перелет в районе Егера 1,5 тоже миллионов близко. евро они перевели. Вот говорят, нам нужны такие специалисты. И Богданов перешел тренировать шведских девочек. Но продолжает консультировать дистанционно, мы знаем, спортсменок. Помогает им, поддерживает морально. Как хорошо работает Максимова. Ну, здесь Опа! только простенький соскок. Да, справилась Александра Максимова. Командам «Пантеры» передаем огромный привет, как сказал Дима, Богданову Алексею из Москвы в Швецию. Да, здорово здесь. Владимирская школа, действительно, Дима прав, абсолютно прав. Очень много и гимнастов, и гимнасток. Да о чем говорить, у нас в московских командах, в легендах спорта есть Матвей Акиншин. Алексей Ростов в том году даже не мог выступать за команду Львов, потому что та же история со сборной России, и слишком много сборников было у команды Владимира. Прокопьев, я насколько знаю, попросил убрать его из списков сборной для того, чтобы он мог выступать сегодня в финале. Александр Карцев в списке сборной России, Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Матвей Акиншин. Человек 6-7, сейчас всех уже не назову, но очень много гимнастов находится в составе сборной команды России именно из Владимира. И также с Савелий девочками. Съедин. Савелий Съедин, Человек, конечно. на которого мы еще пару лет назад смотрели, думали, что вот сейчас у нас растет мощнейший многоборец. Да и сейчас смотрим, просто у него пока череда трав не дает ему раскрыться в полной мере. Там с кистью есть некоторые проблемы. И вот он, Алексей Усачев. Да и Алексей Усачев-то тренируется во Владимире. Тренируется Алексей там. Смотрим. Одна из сложнейших программ в мире. Как интересно он Сложнейшее поднимает. начало, Дима. Это не просто интересно, он поднимается. Так могут единицы на нашей планете повторить. И еще один элемент. Зарян в самолет. Очень сильное начало. И еще один самолет Алексей. Просто невероятную трудность он сейчас демонстрирует. Здесь оборот стойку. Так тяжеловато вышел. Ну, оно и понятно. После такой сложной силовой подъем горизонт, ноги вместе. Все додерживает Алексей. Нигде не ворует ни секунды. Оборот назад. И остается соскок. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Первый раз такое вижу. А я даже не понимаю, что здесь произошло. Я тут, ну, два варианта. Либо очень сильно устали руки от такой силовой. Либо что-то с накладкой, либо... Сложнейшая комбинация. Ну, Просто есть ощущение, что не хватило. Столько стараться, чтобы в конце вот так это исполнить. Вот просто не хватило сил. Такое бывает, Дима. Иногда даже бывает, настолько забиваются руки, что ты не можешь отпустить снаряд, перекладину или кольцо. Есть ощущение, что Алексей здесь действительно пошел максимальную сложность именно силовых элементов. Посмотрите, вот это Ну, начало, видишь, опять это же, невероятный это все элемент. битва за команду. То есть он все, я выхожу, делаю все, что я могу. Мы должны набрать максимальное Конечно, им количество. нужно отыгрываться. Я они Леха проигрывают. Усачев, я кольцевик, я сделаю. И вот, к сожалению, ну да, что, ну я... А как он не докрутил-то? Нет, он уже вот здесь перестал делать, он уже понял, что нет. То И есть смотрит высоты не на руку, хватает на или не накладку. хватает скорости? Есть ощущение, что нет, просто забились руки и не отпустилась рука. У меня такое Постоянно кашляет предположение. Владислава Уразова. Вот в А это молодости. Варвара Желанкина. А это Варвара Желанкина. Юная гимнастка из «Динамо», которая перешла в «Локомотив», чтобы усилить девчонок в матче за третье место. И она очень даже хорошо работает на разновысоких брусьях. За 13 баллов получает стабильно. Опа! А здесь сразу ошибка грубая. Перелет Шапошниковой с поворотом. Штальдер с Келлеровским. Перелет Егера. Хорошо, доделывать надо. Но там Варя в начале очень сильно потеряла. И здесь потеря темпа. Это И для опять же ноги, «Пантер». все носки не натянуты. Это были. дуэль для «Пантер». Да, Варю не узнаю, если честно. Она блестяще работает, этот снаряд. Но вот сегодня фактор, я думаю, арены, волнения и матча за третье место сказался. На Варваре очень юная гимнастка. 2009 она года? Или... Сейчас Нет, посмотрим. 2011, если я не ошибаюсь. 2011 года Да, рождения, ничего себе. То есть 2011 у нас года среди рождения. парней самые младшие 2008, 2011. 11733 Алексей Усачев. Ой-ой-ой. Ну да, здесь без соскока. Конечно, здесь... Как жалко-то.
какую бы силовую Алексей не сделал в начале, но с таким соскоком оценки А Игнатьев высокой не 13,3 будет. сделал. Вот вам, пожалуйста, разница в Ты не переживай, все хорошо. Сколько у нас? 1,6. Ну, это 4 очка. Все, что выше, чем балл, это 4 очка. До 2. Все, что выше, Ну и, чем 2 соответственно, у балла, нас 5 очков. 18-5 Варя, счет есть становится. отличный Как совет. же жалко. Да, сейчас, конечно, Алексей явно бы не проиграл эту дуэль, несмотря на то, что Никита Игнатьев блестяще выполнил свою программу, но не хватило. Спросим обязательно, у нас будет пауза, после колец будет перерыв перед второй частью наших соревнований. Обязательно узнаем, поинтересуемся мы с Димой, что случилось у Алексея Усачева на кольцах, и во второй части поделимся с вами этими мыслями. Здесь Варвара Желанкина, повторюсь, не лучшую свою программу делает, и есть ощущение, что Пантеры сейчас выиграют свои первые очки. Давайте посмотрим, оценка уже стоит, 12,366 ей поставили, у нас получается А у разница Максимовой между оценками. 13,2, да? Да, 9 десятых, 8 десятых. 3 очка. 3 очка для Пантер. И это соответственно, здорово. счет. 3-6. Размочили, сокращают отставание. Молодцы, Пантеры. Нужно собираться, работать до конца. Мы смотрим на Михаила Новикова, блестяще выполнившего упражнение на коне махах. Здесь у него несложная программа, я сразу вам сообщаю. Это он не специалист на этом виде, но умеет работать чисто и уверенно. Сейчас то, что и нужно команде «Динамо», потому что преимущество уже велико. 13 очков составляет преимущество команды «Динамо». Оборот назад. И двойной сальто с 2 винтами. Опа! Нормально, нормально, нормально. А вот тебе и подарок. А вот тебе и подарок. Это падение. Это падение Михаила Новикова. Почему падение? Он коленкой коснулся пола. А, коленкой коснулся? И рукой. Сейчас Я посмотрим не в заметил. повторе, но есть у меня 100% ощущение с этого ракурса, что это было Ну, падение. судьи точно могли это заметить. Судьи же не смотрят повторы, им запрещено. Ну, Они даже как увидели, видно, так смотрите, увидели. по реакции команды, я думаю. Вот сейчас посмотрим. Так, это элемент Янасон, элемент Ямаваки. Такие простые, на самом деле, уже базовые элементы считаются. Но красиво все равно смотрится. Разбавляют силовую программу. Вот смотрим, двойной сальто с 2 винтами. Да, ну Еще и рука. рукой, и Это коленом, опора, и- опора, конечно. Давайте, дорогие друзья, немножко расскажу вам про касание рукой на соскоках. Здесь есть 2 варианта событий. Сейчас мы видим, что Миша именно коснулся с опорой на руку, и это падение. А если гимнаст или гимнастка просто как бы чиркают приземление или мат, или небольшое идет незначительное касание без опоры, то это сбавка в 5 десятых. Здесь, я думаю, судьи будут трактовать этот момент как опора. Опора рукой, и это будет балл. Это сбавка балл. И вот он, шанс для легенд спорта. Для легенд спорта начинать отыгрываться. Посмотрим, кто выйдет у них в дуэли. А Иванова Кира, Пантеры, начинает вторую дуэль в составе команды Пантер. Владимир Иванова Кира, 2001 года рождения. Перелет Шапошниковой. Или как девчонки называются, сокращенно шапка. Здесь перелет Пак. Шнайдер с поворотом. Перелет на верхний жерд. Чистенько, уверенно, но не прям сложно. Вот продев мы наблюдаем закладку. Перелет Егера, хорошо. Ватяк в прямые ноги здесь остается. Я думаю, только соскок, который нужно стоять командам Пантер, чтобы отыгрывать 360 на верхней жерди. И остается соскок. Двойной сальто в группировке есть. На ноги. Браво! Браво, Иванова Кира. Здорово. Пантеры просыпаются после прыжка и блестяще выполняют разновысокие брусья. Посмотрим, кто ответит у Локомотива, потому что там есть девчонки, которые умеют работать этот снаряд на очень хорошем уровне. Желанкина Варвара не показала максимальный свой потенциал. Посмотрим, кто выйдет в заключительной дуэли. Так, мы с вами перенесемся сейчас на кольца. Давайте послушаем
выступать на такой арене. Конечно, она переживает, волнуется, но я хочу заметить, что Бруся, она тоже делает у нас первый раз. То есть она выступала на бревне, но Бруся она не делала. И сегодня мы ее выставили на Брусе, и она показала свой характер, проявила. И поэтому, если можно, поаплодируйте Кире, она большая молодец. Кира Иванова! Иванова Кира действительно первый раз вышла на разновысокие брусья. И как сказал капитан команды «Пантер», олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова, давайте поаплодируем. Кире молодец, здорово выполнила свою программу. Ну, вообще надо всем аплодировать спортсменам, потому что, вы знаете, это на самом деле очень серьезный, большой, настоящий труд, потому что, да, безусловно, любой спортсмен, подавляющее большинство, когда начинают заниматься спортом, они думают, что я стану большим спортсменом, буду великим гимнастом, буду зарабатывать, я не знаю, как Никита Нагорный. Куплю дом, машины, да, и все. я куплю себе белый Мерседес, как Даниил Маринов. Но, знаете ли, до этих высот доходят единицы, а остальные продолжают спокойно развивать свою жизнь, проявлять себя в других направлениях, но при этом оставаться еще и спортсменом серьезным, выступая на мощных стартах, показывая солидную гимнастику. И это заслуживает, безусловно, уважения. И самое главное, что они от этого получают удовольствие, и мы от этого получаем удовольствие. Поэтому сейчас все мы с вами собрались здесь, чтобы наблюдать за матчем за 3-е место второго сезона ГПЛ у мужчин и первого у женщин. А здесь Данил Твардовский, который сейчас может принести необходимые очки легенде спорта. Тройной сальто назад, соскок, браво! А вы говорили, браво, зачем его позвали? Вот это да! 11-333. Результат Михаила Новикова было падение на соскоке, и здесь Даниил, браво! В очень важный и нужный момент он сейчас встает, этот соскок, потому что соверши падение, и уже не получилось бы выиграть много очков в этой дуэли и сократить свое отставание. Браво, Даниил, браво, легенды спорта! Ждем результат итоговый во второй дуэли между Михаилом Новиковым и Даниилом Твардовским. Но несомненно, Даниил заберет эту дуэль. Вопрос, насколько. Здесь интересно, что у нас на арене все очень грамотно визуально оформлено. И, соответственно, все зрители сидят и сразу понимают, какой счет в какой дуэли, кто где сколько баллов, сколько очков заработал. У мужчин, у женщин. Все это идет в параллель, но огромное количество экранов информационных, оно, конечно, сильно облегчает наблюдение и отслеживание всего этого процесса, но это не доскок. Это не доскок, но это, Дим, это сложнейший соскок. Это да, это то, с чем можно ехать. Это можно ехать куда угодно, хоть на чемпионат мира, хоть на дискотеку, понимаешь, Дим? Тут это блестяще. У нас есть результат Ивановой Киры на брусьях, команда Пантеры, 13,166 балла. И посмотрим, кто ей будет отвечать. Отвечать будет Дубровская Ульяна. Дубровская Ульяна очень хорошо умеет работать на брусьях. И для нее 13,166 это не помеха. Она может сработать лучше, но надо сделать. Тоже юная гимнастка Дубровская Ульяна, самбо-70, 2010 года рождения. Смотрим. Закладка. Очень ценится у девочек, когда они выполняют элементы закладки. Вот закладки перелет Шапошниковой. Перелет Хиндор, связки в пак. Ой-ой-ой, сложность хорошую здесь демонстрирует Ульяна. И пошла шапка с поворотом, берется Ульяна, остается соскок. Пойдет ли двойной сальто или будет бланш? Бланш. Но здесь, я думаю, даже так хватит, потому что очень хорошую трудность показала Ульяна за счет того, что элементы были выполнены закладки. И мы видели сложную связку перелетов. Закладки, перелет Шапошниковой, перелет Хиндорф, перелет в пак. Все это было в соединении. Здесь трудность у Ульяны серьезная. Я думаю, она, несмотря на результат 13,166, вправе надеяться на победу в этой дуэли. Здесь еще интересно, знаешь, каждый раз наблюдать за этим. 13,233 получил Твердовский. Чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть на 2 балла. История про то, как спортсмен, знаешь, как уходит со снаряда, и вот он еще какое-то время остается в себе. Он остается в том состоянии максимальной сконцентрированности, сосредоточенности, когда он делает свою работу. А потом у него внутри вот отпускается, не знаю, шторки раздвигаются, солнце начинает в окно смотреть, и он начинает улыбаться, что все, можно расслабиться, отпустить, я все сделала, я молодец. Сейчас она сошла со снаряда, не знаю, там метров 10 до команды шла, и вот она прям такая, еще вся в себе, еще на снаряде.
И потом только, ладно, все, я молодец, давайте порадуемся. Все получилось здорово. Да, помнишь, Дим, Умница. знаменитое видео «Советская гимнастка», сейчас точно вам не назову имя, фамилию, чтобы не обмануть, когда... Людмила Турищева. Да. У которой да, брусья развалились да, за ней. Да, да, Ну, да, конечно. да. Очень уверенно она также отходила от снаряда, сконцентрирована. За ней там взрывы, падает здание, она спокойно идет. Но наших, да, не смутить, наших не смутить ничем. А мы сейчас будем наблюдать очень хорошую работу на кольцах. И я думаю, что выйдет Олег Ступкин, а против него выйдет Максим Хадыкин. Очень серьезная, заключительная. Так, у нас получается чуть меньше Дуэль. балла разница между Твардовским и Новиковым. Соответственно, это 3 балла, значит 18-8 счет должен быть, если я правильно считаю. А нет, это уже заключительная 18-9. дуэль. Да, 18-9. Максима, видимо, не увидим на кольцах. Блестящие самолеты, очень ровная геометрия, линия. Отпускает хват Олег Ступкин, чтобы не отдавать 1/10 за глубокий хват. Эфтериус Петруниус, греческий гимнаст, первым начал это делать, и потом весь мир подхватил такую фишку. Но это не просто фишка, это действительно увеличивает оценку за исполнение. А помнишь, у гимнастов когда... есть бавка за глубокий ложный хват, 1/10. Есть такое. Когда, помнишь, китаец на Олимпиаде кольца делал, который выиграл? Ну, И когда он это в кресте висел и кольца. такой голову поправил, такой что-то посмотрел, знаешь, что хрустнул позвоночником и дальше продолжил делать. Ну, Китай, конечно, на кольцах законодатель. МОТ, они всегда невероятную работу там демонстрируют. И Бин Чен был гимнаст, который на Олимпийских играх в Пекине демонстрировал что-то невероятное. Янг Вэй, олимпийский чемпион. Да, Китай и кольца это одно целое. Но Олег самое интересное, Ступкин, что браво. у них же и многоборцы с кольца хорошо делают. Джан Буэн, когда на чемпионате мира сейчас, ну там высшая лига. Да, там ребята умеют делать все, но мы наблюдаем момент того, что они также умеют ошибаться и падать, что произошло с ними в командном финале на Олимпийских играх, когда огромное преимущество, казалось бы, перед заключительным видом имела команда из Поднебесных, но Япония забрала свое за счет того, что Китай просто посыпался. Китай просто посыпался, и не раз Китай отдает золотые медали именно на заключительных видах. Не хватает немножко им стрессоустойчивости, такой, которой обладают наши гимнасты, такие как Никита Нагорный, которые выходят, и, мне кажется, весь мир понимает, что этот человек сделает. Этот человек не может 100%. ошибиться. Но, опять же, это даже здесь, знаешь, не столько про гимнастику, про мастерство, сколько про духовитость. А это качество, которое, ну, развить в себе можно, безусловно. Но у кого-то оно прям врожденное на таком уровне, оно тебе точно помогает идти дальше по карьере. 13-366 получил Олег Ступкин. А Ульяна Дубровская, Дима, пробивает 14 баллов в первой в нашем сегодняшнем матче за третье место. 14-0. Результат Дубровской Ульяны. И она, несмотря на хорошее выступление Ивановой Киры, выигрывает 3 очка своей команде. 9-3. Локомотив, Пантеры после 2 видов. Максим Хадыкин. Человек, про которого нужно и хочется говорить. Давайте сперва насладимся его работой на кольцах. Подъем в самолет блестящий. Максим Хадыкин немножко напоминает героя боевиков. И не просто так. Накаяма в крест, здорово. Все многократный победитель и призер чемпионатов России именно на кольцах. Очень сложная программа. Хонма в крест, уже видно, устал. Здесь устал Максим, но основную силовую часть он уже выполнил. Остается доработать и сделать соскок. Пока доскоков не хватает у него. Еще не было ни одного стик-бонуса, так называемого. Ай, тоже почти. Но нет, за доскоки идет надбавка 1/10. Максим Хадыкин. Блестяще. Браво, этому человеку всегда отдельно стоя нужно аплодировать. Человек фанат своего дела, фанат гимнастики. Помимо всего этого, Максим Хадыкин выполняет задачи в местах специальной военной операции, защищает нашу родину и выбирается всегда на гимнастическую премьер-лигу, на чемпионаты России, на Кубки России. Он повесил себе кольца в
тех местах, где он проходит свою службу, тренируется. И это, ну, лично от меня низкий поклон. Для меня это всегда до мурашек. Даже просто читать, смотреть, что этот человек сейчас работает на кольцах, а завтра он уже выполняет задачи и защищает нашу страну. Это просто невероятно. Максим, спасибо тебе. Ты огромный пример для всех нас. 93-го года рождения спортсмен. Это ж ему получается 32 года. Ну, то есть вот он чуть младше Никиты Игнатьева, всего на год. Вот только Никита Игнатьев уже уходил из спорта и вернулся. Максим Хадыкин, кажется, никуда уходить не собирается и продолжает исправно выступать. Да, настоящий образец. И это на самом деле это любви и преданности. Очень здорово, когда мы наблюдаем, что гимнастика — это не только молодые с вагоном здоровья парни, там, я не знаю, до 27 лет. Это могут быть спокойно взрослые, серьезные мужчины с основной работой, которые занимаются гимнастикой для любви и делают это на таком уровне, что они могут спокойно обыгрывать ребят из основной команды сборной. Поэтому здесь, еще раз, в том числе для этого нужна гимнастическая премьер-лига, чтобы те, кто когда-то занимался гимнастикой, кто хочет заниматься, но не достигает, там, я не знаю, уровней чемпионата мира, чтобы они продолжали любить этот вид спорта, и были площадки для выступлений. И здесь мы видим, что гимнастика, она разная. Ее много. И она может быть взрослая, она может быть молодая, она может быть среднего возраста. Главное — ценить свое тело, свой организм, с уважением относиться к этому виду спорта и находить время. А время, как известно, можно найти всегда. Было бы желание. 18-9. Динамо Москва. Со Ступкиным зарубились поровну. Счет 0-0 у них. 18-9 так и остается. Да, Дим, гимнастики, все возрасты покорны, подытожим. Говорит Оксана Чусовитина с улыбкой, которая на Олимпийские игры в Лос-Анджелес готовит многоборье. Вот с этого я, конечно, ошалел. 4 снаряда повезет в 53 года спортсменка. Оксана Чусовитина, легенда. Огромный привет тебе передаем из Москвы. Оксана, спасибо, что ты есть. Действительно, гимнастики, все возрасты покорны. А мы сейчас подведем итоги нашей первой половины нашей встречи. Динамо Москва против легенд спорта. 18-9. Впереди подопечные Артура Даллояна. Команде Алексея Юрьевича Немова нужно сейчас собраться и начинать наверстывать то, что не получилось в первой половине. Ничего еще здесь абсолютно не ясно. В гимнастической премьер-лиге отыгрывались различные ситуации, различные отрывы. Ничего здесь пока абсолютно не ясно. Мы ждем борьбу до последнего снаряда, до заключительного снаряда, до заключительного соскока. У девочек 9-3. Впереди команда «Локомотив». В матче за 3-е место между Владимирскими «Пантерами», командой Лилии Ахаимовой, и командой «Локомотив Москва» Марии Посеки. 9-3. «Локомотив Пантеры». 18-9. «Динамо Москва». Легенды спорта. Мы с вами не прощаемся. Небольшой перерыв и обязательно вернемся через несколько минут.
Их мы обязательно тоже увидим со второго мужского снаряда. Когда мужчины перейдут на брусья, женщины вступят в борьбу на бревне. Не заканчиваются сегодня футболки у нас, дорогие друзья. Мы готовы начинать вторую часть матча за третье место. Гимнастическая премьер-лига. Спортсмены готовы же у нас? Спортсмены готовы, Мин? Спортсмены готовы. А зрители готовы? Так, болельщики «Динамо», не слышу вас! Гудок хороший. Легенды спорта здесь! Локомотив здесь! А «Пантеры»? Ну все, Эмин, мы прогрелись чуть-чуть. Теперь чувствуется, что готовы. Итак, дорогие друзья, мы начинаем вторую часть матча за третье место среди мужчин в опорном прыжке. Легенды спорта против «Динамо Москва». Открывает первую дуэль. В этом виде многоборье представитель легенд спорта Даниил Лабач. И снова здесь, но снова в эфире. Уважаемый режиссер, хотел сказать телеканал Матч ТВ, но пока не телеканал Матч ТВ. А на телеканал Матч ТВ в 15:00 мы обязательно подключаемся из парка Легенд Москва, где проходит матч за третье место прямо сейчас. Второго сезона гимнастической премьер-лиги. Я открыл почитать комментарии в ВК-видео, где идет трансляция. Полина Сорокина, да уж, ужас, фу, ничего не умеют. Фу, такие тупые. Надеюсь, что это про нас, а не про гимнастов. Ну, кстати, вполне возможно, я смотрю... Полин, вы подчеркните, да, это сразу вы вспоминаете про нас видосы, или про где кого? там какой-нибудь, знаешь, Арман Дюплантис, очередной мировой рекорд в прыжках в шестом идет брать. Там не получается, лежит мужик с пузом на диване такой, лошара. Тем временем Даниил Лобачев снова ошибается. Что-то у Даниила не идет. Не идет, и полуфинал не пошел. И сейчас не такой сложный прыжок Цукахара с двумя винтами. Мы видим серьезные ошибки в приземлении. Здесь он в районе балла потеряет суммарно за каждые шаги. И не очень уверенное начало от легенд спорта во второй половине. А я напоминаю, что легенды к данной минуте проигрывают матч за третье место. Динамо впереди сильно. Ждем. Вообще, надо сказать, что совершенно потрясающая обстановка на арене. Действительно много людей, много детей, все веселятся, шумят. Сейчас там разыгрывали футболки, какие-то конкурсы проводили. Вот здесь реально, знаете, атмосфера такого студенческого спорта вот в Америке, когда мы видим там в американских фильмах, где-то еще какие-то фрагменты трансляции нам там долетают. Вот примерно так себе это все представлял. Максимально расслабленно, как говорит Максим, вайбово. Черлидерш не хватает. Ну, в какой-то момент картины американских появятся, да. Кино. Даниил Лобач 12,8 при трудности 4,4. Да, это явно не то. Явно не то, чтобы хотел получить Даниил. Но что имеем? Посмотрим. Динамо ответ. Отвечать готовится Олег Ступкин. Первый снаряд. Сейчас у нас идут только мужчины. И уже на втором снаряде, соответственно, на
мужских брусьях к нам вновь возвращаются в эфир девушки. Они будут, соответственно, делать бревно, а потом вольные упражнения. Вот так, как мы привыкли, уже в параллель будут идти 2 зачета. Поэтому сейчас пока у нас девушки отдыхают. Ну, прекрасно все знаете, у мужчин 6 снарядов, у женщин 4 снаряда. И поэтому сейчас, чтобы подровнять их, скажем так, по хронометражу, отдыхают женщины чуть больше. Олег Ступкин тем временем готовится. Олег Ступкин сегодня уже выступил в вольных упражнениях и на кольцах везде. Все получилось у Олега. Блестящие были вольные упражнения. Начинал он нашу встречу. Мне всегда, и знаешь, хорошо еще на кольцах сработал. интересно всегда смотреть вот на гимнастов, ну, вот, допустим, как Олег Ступкин. Он же невысокого роста. Невысокого. Но когда подходишь к нему, смотришь на его плечи, на его ручище, и ты думаешь, а какой вот ты вот сказать, в базовых настройках какой-то был. Хочется сказать, извините, пожалуйста, да? Да. Не, мне интересно смотреть на него, говорю, в базовых настройках. Вот, то есть он до гимнастики, или если бы он не занимался гимнастикой, как бы он выглядел? И сейчас. Я как-то ему попросил, чтобы он футболку снял, просто на спину на его посмотреть. Но у него рост, ну, я не знаю, 1,63 м, наверное, 65, это такое, да. Даже меньше, может. У меня 1,82 м. Вот он в плечах шире меня сантиметров на 10, мне кажется, просто. Ну, я думаю, если бы он не занимался гимнастикой, он, во-первых, мог бы и повыше немножко быть, потому что действительно, когда ты очень много занимаешься физическими упражнениями, закачкой, особенно если ты работаешь кольца, очень много упражнений в твоей жизни на развитие мускулатуры, то, конечно, рост у тебя все равно немножко тормозится. Если а как это работает? Ну, то есть у тебя как будто... Ну, это идет физиология, да. Мышцы тормозят рост скеле? Ну, я, честно, не биолог, не кандидат наук, но действительно те, кто занимаются гимнастикой, немного незначительно, подчеркну, ну, если незначительно. Ну, согласен. Есть, да, но в любом случае, если ты генетически предрасположен быть высоким, ты будешь высоким. Вот давай возьмем пример Никиту Нагорного. Его отец очень даже высокий, крупный мужчина. Но Никита... Ну да, Никита невысокий. Да, не пошел. Но при этом мы, допустим, знаем, я не знаю, там, Матвей Петров, Александр Шатилов. Да, Александр люди, которые Шатилов. там, ну, под 1,80 м ростом, того уж точно. Да, тот же Алексей Юрьевич Немов невысокий у нас. Да, он да, не низкий, да. совершенно не низкий парень. Вот Люба Ахаимова у нас на трибуне, сестра Лилии Ахаимовой, капитана команды, и муж Лилии Ахаимовой, вся семья, видел и сын тоже, Леон. Сегодня болеет за «Пантер», я думаю, мы можем предположить. Думаю, да. Да, Олег Ступкин действительно очень мощный парень. Родом из Пензы у нас Олег Ступкин. И сегодня в составе команды «Динамо» приносит. Ступкин 13.06. Разница 0,2 получает, меньше 1,5. Так, ну, то есть 1,5 1 балл. Нет, получается Лобач 12.8, 2,5. 2. Так, сейчас проверим под таблички. А тем Счет временем... 29, в общем, стал у них. 2-0, соответственно. Опа, да что ж такое-то, а? Что случилось с легендами спорта на прыжке? Гуськов Артем, падение на простом прыжке. Цукахара с 2 винтами. Сейчас Дмитрий Ланкин будет выходить против него. Вице-чемпион мира по спортивной гимнастике. Сергей Ельцов. Подошел, кстати, к Ельцову здесь поболтать. Он тут рассказал историю, что... Ну, сейчас, когда он пойдет на снаряд, там про него поподробнее расскажем, про Сергея Ельцова. Сейчас пока концентрируемся на тех, кого нам показывают, потому что эти ребята шли к тому, чтобы мы говорили о них. Итак, Ступкин Лобача обыграл в их дуэли 29. Да, 2,5, 2 очка, все верно. 29 становится счет. Динамо Москва. И сейчас Динамо тоже выиграет эту дуэль, потому что Гуськов Артем, Цукахара 2 винтами. Несложный прыжок для мужской гимнастики, но это падение. Это падение на заднем плане. Дмитрий Ланкин сейчас пойдет выполнять. Дмитрий Ланкин, мы знаем, опытнейший гимнаст, который выступал на чемпионате мира, на чемпионате Европы, является призером чемпионата мира в команде 2018 года. Но он, ну, скажем так, давно не в деле. Да, здесь... И смотри, даже по рукам уже видно, да, конечно, насколько они вот так сошли. Когда была история, помнишь, год назад Даниил Маринов делал операцию, ему делали на плече. Да. Вот он рассказывал, говорит, я больше всего обалдел, когда через пару месяцев посмотрел на свою руку. То есть у меня, говорит, одна рука нормальная, рука гимнаста, накачанная, сильная, а другая, говорит, ну как у тебя примерно рука. И вот они, говорит, у меня 2 руки висят с разных сторон. Я понять не могу, что мне с этой рукой после операции делать. Да, действительно, Дмитрий Ланкин, конечно, в свое время был один из лучших прыгунов мира и в вольных упражнениях, и на опорном прыжке, финалист чемпионата мира.
Но сейчас, конечно, он не покажет максимальный свой потенциал, но мы не сомневаемся, что прыжок будет выполнен в доскок. Наконец-то первый стик-бонус у нас за сегодняшний день. Прекрасно. 1/10 доскок. Дмитрий Иванкин, ну мастерство, мастерство. Но тут уже тяжело сейчас будет, конечно, легендам спорта, потому что все выше и выше. Просто, а сейчас ведь еще прыжок, я так полагаю, нет. Видишь, Нет, у нас... сейчас у нас уже будет счет 24-9, Я к тому, скорее что всего. Арсений Духно не переодевается. Я думал, что он пойдет делать третий прыжок, чтобы там совсем уже фаталити было, но он до сих пор в спортивном костюме. Нет, а я думаю, он будет прыгать третьим, просто легенды спорта начинают. Я не сомневаюсь, что Арсений Духно должен прыгнуть свой прыжок. Не, ну просто мне кажется, когда тебе Конечно, выступать против через Усачева, одного, да. не надо, наверное, бегать, обниматься, целоваться со всеми. Наверное, стоит там уже где-то ближе к разминке подходить. Ну, либо Арсений... Я думаю, ему без разницы, абсолютно что спокоен, делает. да, в конце концов. Сколько Конечно. раз он все это уже прыгал. Так же, как и Дмитрий Иванкин, который сейчас, ну, явно получит больше, чем 12-166. Если он получит больше, чем на балл, то это будет 4 очка для Динамо. И счет становится станет 24,9. А он становится, Дима, 24,9. 13-666. Конечно, Дмитрий Иванкин в доскок блестящий. Когда-то для него прыжок Цукахара 2 винта, это даже была не разминка, это проще простого. Но сейчас в составе команды Динамо он делает его не менее здорово. 13-666. Ну, вообще попахивает катастрофой. Попахивает, для легенд да. спорта, да. Ужасное начало второй Но половины. справедливости ради, вряд ли можно было ожидать иного. Но хотел только сказать, когда у них такой состав у Динамо, но здесь тут же просто Алексея Усачева нам показывает, и такой типа, а что, здесь состав сильно хуже? Вот, пожалуйста, Алексей Ну, вот и Усачев. супер дуэль уровня финала чемпионата мира мы сейчас наблюдаем. Алексей 100%. Усачев против Арсения Духно. Эти ребята могут выигрывать медали на чемпионатах мира, на Олимпийских играх даже. В этом виде смотрим. Алексей Усачев, легенды спорта. Да что случилось с легендами спорта? 3 прыжка. Что за начало второй половины? Казалось бы, сейчас надо брать себя в руки и отыгрываться. И просто выходят ребята и делают 3 ошибки из 3 на И как же опорном жалко прыжке. Усачева, который до этого совершенно блистательно делал кольца и упал на соскоке. Сейчас мы, его брали сюда, чтобы он тащил команду. В итоге он здесь точно так же падает. Потому что это человек, который должен не просто зарабатывать баллы, а который должен выигрывать свои дуэли. Вот в чем задача Алексея Усачева в команде легенды спорта. Потому что Усачев — это один из лидеров российской гимнастики. Основной состав сборной команды России. Да, а вместо этого мы наблюдаем второе падение подряд. И это, конечно же... Это катастрофа, особенно да. учитывая тот факт, что 86-й номер «Динамо», а именно Духно Арсений, уже на старте. Да, Алексей Усачев, к сожалению, не задались сегодня для него соревнования. Вольные. Да, и вольный он сделал. Все, для этого был заключительный выход Алексея. А сейчас все, внимание на экран. Молодое дарование нашей страны. Арсений Духно, 12-866 результат Алексея Усачева. Да, хорошая трудность, 5,2, практически максимальная. Выше только 5,6 прыжки в мужской спортивной гимнастике. Но смотрим. Готовится выступить представитель Динамо Москва. И давайте еще раз. Арсений Духно. Один из лучших гимнастов планеты. Чемпион мира среди юниоров именно в опорном прыжке. Абсолютный чемпион мира среди юниоров. Буквально месяц назад он блистал на аренах в Маниле. И сейчас Арсений Духно в матче за 3-е место гимнастической премьер-лиги спокойненько. 3 винта, браво! Делает 3 винта. Это что-то на очень серьезном и на очень гимнастически взрослом. Арсений Духно. И как легко, Дима, он их выполняет с таким запасом. Браво, браво, Арсений. Несомненно, это будет результат за 14 баллов. Трудность прыжка 5,2. В районе 14,4 минимума сейчас получит Арсений Духно. Ну, не приговаривает ли сейчас легенд спорта после такого прыжка от легенд? Ну вот реально, вот как ты правильно говоришь, с каким запасом он делает. Я прекрасно помню историю, мы когда как-то про Даниила Маринова рассказывали, то тоже 3 винта много лет прыгает. Он говорит, что я чувствую запас, что можно прыгать 3,5. Но если Даниил только-только пытается к этому подойти, что Духно-то он и прыгает 3,5. Ну то есть Арсений, прыжок 3,5 винта, который делают 2 человека в мире, он и Джек Джермейн, да. британец, он его практикует, он его делал на чемпионате России. Для него это вообще абсолютно нормальная история.
Просто для понимания об уровне этого гимнаста. 14-366 результат Арсения Духно. Счет становится неприлично крупным. 28. Динамо Москва. 9. Легенды спорта. Я до конца буду топить, что отыгрывается что угодно в рамках гимнастической премьер-лиги. Но легенды спорта таким прыжком очень сильно усложнили и не так свою трудную задачу. Да, 28-9. И мы переносимся на параллельные брусья, где начнут мальчики и подключатся Пантеры и Локомотив на бревно. Вот смотрим результаты дуэли здесь. Арсению Духно, Дим, забыли, представляешь, написать? Не успели напечатать, Да. ну и так понятно, как говорится. Догадайтесь, кого мы пропустили? Да. 14 баллов увидели. Как вы думаете, чьи? Конечно. Арсений Духно. Интересно, посмотрим, выйдет ли Арсений Духно на брусе. Может, при таком счете захочется ему и на перекладине сегодня выступить за команду «Динамо», потому что у него перекладина ничуть не хуже, чем брусья. Но действительно сейчас такая ситуация, когда говорится, все в руках «Динамо Москва». Если они просто выходят и делают свою гимнастику, их невозможно будет остановить. А я напоминаю, что «Динамо Москва» в первом сезоне гимнастической премьер-лиги также выступала в матче за 3-е место и проиграла его команде Таврос из Санкт-Петербурга. На их домашней арене. Да, это очень было неприятное поражение. И сейчас второй сезон складывается для них похожим образом. Полуфинал против Львов. Поражение. Так же, как и в первом сезоне гимнастической премьер-лиги. Выход в матч за 3-е место. Но здесь пока «Динамо» идет к своей цели. И готовится уже Ларчев Сергей начать параллельные брусья. Илья Бодрич Георгадзе, тренер команды «Динамо». Брусья. Рядом с подопечным. Один из самых, мне кажется, таких, ну прям по-настоящему гимнастических. Если вот скажут, допустим, выбери какой-то бит программы, который бы вот максимально ярко показал бы гимнастику. Вот мне кажется, как раз брусья это идеально, потому что там, ну, в целом задействовано более-менее все тело, там нет никаких перегибов ни в одну, ни в другую сторону, потому что перекладина чрезвычайно эффектная и зрелищна, но это такое, знаешь, часто, когда делают большие мастера, что-то на уровне цирковых номеров получается. Шоу, да. Да, безусловное шоу. А на брусьях здесь гораздо больше линий, гораздо больше частоты. Ты используешь весь снаряд с одного края на другой. Ты под жердями, над жердями. То есть здесь прям, ну знаешь, вот весь спектр гимнастики можно показать. Дим, то есть это твой любимый снаряд, может? Я очень люблю брусья, да. Прям вот это действительно, особенно когда его делают красиво, хорошо. Когда его делает Зоу Цзинь Юань, так это вообще просто это невероятно. оловянный солдатик. Сергей Ларчев очень уверенно начинает свою работу на брусьях. Практически без бабок работает Сергей. «Динамо» в полуфинале, повторюсь, ужасно прошли брусья. В 3 падения. На соскоках ошибались тогда они. Здесь все здорово. Браво, Сергей Ларчев. Второй снаряд ему удается сегодня. Конь-махи были выполнены блестяще. И сейчас брусья. Ну, «Динамо» сегодня сложно будет остановить. А Сергею Ларчеву, кстати, 20 лет. То есть он уже Совсем может спокойно молодой выступать все равно. по-взрослому. Но я же пытаюсь вспомнить. А видели ли мы его на больших... какие-то большие успехи где-нибудь в финалах на чемпионатах России? Что-то мне прям такое Очень яркое, сомневаюсь, пестрое на ум не приходит. Очень сомневаюсь. А сейчас в рамках гимнастической премьер-лиги мы видим Да, Сергея. а здесь мы видим, пожалуйста, вот он сияет. Да, о чем и речь. Это то, для чего был создан этот проект, как сказал Дима в начале репортажа. Гимнастическая премьер-лига — уникальная возможность для тех ребят, которые не могут конкурировать на высоком уровне. Показать и заявить о себе. Мы начинаем брусья. Вера Вахрушева. Ой, как она доборолась за эти 3 поворота. Здорово начало от Казалось, команды что она уже «Локомотив». готова падать с первого, но удержалась. Так, здесь прыжочек не очень удался шпагату Веры. Да, вернулись на арену наши девушки, и сейчас будем наблюдать за бревном. Бревно — это, конечно, просто фантастика. Флягбар, что здесь «Локомотив» впереди, и достаточно просто устоять. Их задача проста — сделать без падений. Удастся ли на таком трудном снаряде, как бревно? Это я помню, знаешь, когда был чемпионат России в Сириусе, последний, и там было женское многоборье, и Людмила Рощина была единственная, кто не упала ни разу, ни на одном снаряде за 2 дня. Но при этом там был момент, она упала на соскоке с бревна. И меня потом, я не помню с кем, но с кем-то я дискутировал, мне таки, она с бревна упала.
Я говорю, мне кажется, упасть с бревна и упасть на соскоке с бревна, это все-таки немножко разное падение на бревне. Падений, да. Да. Как падают с бревна, мы видели там во всех вариациях и во всех ипостасях. А упасть на соскоке, это не считается падением. То есть, безусловно, считается падением, но это не падение на бревне. Вот я к чему. Да, Дим, я на самом деле тут полностью с тобой соглашусь. Для меня женская гимнастика, а именно бревно, это что-то просто невероятное. Это такой снаряд, который, я не знаю, каким хладнокровием надо обладать, чтобы выполнять элементы акробатические на таком маленьком узком расстоянии. Это всегда замораживает. Это Еще, удивительные, знаешь, вот уникальные люди только могут мне это всегда делать. хотелось, ну, кого-нибудь спросить у гимнасток, а насколько они практикуют, ну, какое-то, знаешь, программирование сознания в духе, что бревно не узкое. Ну, то есть ты же, по сути, отрабатываешь эти элементы на ковре в зале, на бревне, которое там утоплено в этот мат, допустим, не сильно выглядывает. То есть ты не всегда делаешь это прям вот на такой высоте, как снаряд стоит. Да, вот, и ты, когда его делаешь, ты думаешь о том, что ну, что оно высоко, я не знаю. Ну, представь, как, допустим, там, тебе скажут проехать на велике, допустим, там, по коридорчику длиной Да. в полметра, шириной в полметра. Ну, ты проедешь. А если по краям этого коридорчика будет пропасть слева и справа, ты, скорее всего, в нее упадешь. Ну, вот, и здесь как будто такая же история, мне кажется, может работать. Ну да ладно. Ну, Тут но мои я думаю, абстрактные надо размышления. с девчонками проконсультироваться на этот счет. Здесь Матвей Акиншин у нас в Брусе уже начинает работать за Легенд Спорта и начинает тоже не очень уверенно. Элемент Диамидовская, оберучный. Ну, Оп. Матвей, держать. Выправил ручки. И соскок, двойной сальто вперед. Хорошо, но не доскок. Еще натопал Матвей. Неуверенностью, веет неуверенностью от Легенд Спорта. Да, Матвей выполнил свою программу, но видно были ошибки. Ноги Но здесь, разводились, знаешь, мне кажется, руки что здесь сгибались. хочется видеть какой-то такой прям заряд, такую раздачу уверенности, харизмы от Алексея Юрьевича Немова. Чтобы он стоял и прям, пацаны, давайте вспомним 2000 год. Сидней. Вы Да. знаете, что у меня там было? А я вам расскажу. И я шел, делал и побеждал. Понятно, что Матвей Акиншин, он родился в каком году? Мне просто интересно. Он может быть в 2007. 2000. Алексей Юрьевич уже закончил к тому времени. Но он, естественно, прекрасно знает, кто такой Алексей Немов. Видел этот триумф в Афинах. Триумф зрительской любви. Да, независимый. Да. Любви Все к вот нашему это, спортсмену. естественно, все знают, все эти исторические моменты не только российской, но и мировой гимнастики, безусловно. Но вот говорю, вот как будто здесь нужно ходить и прям заряжать пацанов. Ну, кто знает, Иногда это может, работает. мы с тобой, Дим, далеко здесь наша позиция. Может быть, Алексей Юрьевич как раз сейчас этим и занимается. Но пока не удается легендам спорта как-то выправить ситуацию, а тем Как временем... же они, вот только хотел сказать, какой потрясающий наскок, как они постоянно пытаются придумать что-то оригинальное, как заскочить еще. Просто сальто прямым телом назад у нее получается. Сейчас был заскок. Да, сложнейший наскок, а это Анастасия Сманцер, легионер команды «Пантер», Республика Беларусь. И начинает, к сожалению, для своей команды падением, которое может стоить очень Хотя много если для бы она не «Пантер». упала, то очевидно, ну с таким наскоком там программа, очевидно, дальше будет прям, вот, пожалуйста, связочка вам акробатическая. Но тут, Дим, проблема в том, что ее соперница уже сделала свою комбинацию и Да, сделала и не её без упала. падений. В Да. этом суть. Да, и то, что «Пантеры» проигрывают 6 очков, а остается всего лишь 3 дуэли. Остается 3 дуэли, правда. В этом сложность женской гимнастической премьер-лиги, о чем я говорил в начале эфира. Нельзя здесь отпускать. И опять же, далеко. на вольных ты сильно много не отыграешь, потому Да. что девочки делают плюс-минус схожую акробатику, и только там, ну, совсем если развалится уже кто-то в край, тогда там можно получить большую разницу. Но развалить, даже если в теории одна сделает, там, будет сиять, а другая совсем развалится в ноль, но это там 3-0, но это не 6, которые Конечно. надо набирать. Конечно. Поэтому здесь... Но здесь чрезвычайно Анастасия трудно. Сманцер все равно неплохую трудность демонстрирует. Я думаю, она, если доделает сейчас до конца свой соскок, может получить в районе 12 хотя бы и 0. И не сильно проиграть свою дуэль. И дальше надеяться, что в заключительной дуэли ее сокомандница сможет принести победу. Двойную сальто, сложнейший соскок, но... Анастасия Сманцер, дорогие друзья. Вы все видели сами, дорогие друзья. 2 шага на соскоке, практически падение. Вытащила Настя, молодец, но не будет здесь хорошей оценки, и мы вынуждены констатировать, что Локомотив забирает эту дуэль. Первую дуэль на бревне.
Посмотрим, сколько очков выиграет Вера Вахрушева. Так, давайте послушаем, кого нам включили. Так, ну вот давайте смотреть. Сейчас, ну вот у него акробатическая связка. Обычно ценится, когда 3 элемента подряд делают. Это вот уровни, да, финала чемпионата мира. Мало кому, естественно, это удается. Это задача, к которой надо стремиться. И чем сложнее, тем все это дороже. Можно и 2 набрать, но там посложнее должны быть связки, как у Виктории Листуновой, например. Ну да. С переворота сальто вперед. У нас, я как тренер, понимаешь, хочу сказать, что у меня дети-то на ковре ровно не всегда делают переворот сальто, а тут, тут надо на бревне уместить. И переднее вращение, оно всегда сложнее к приземлению везде. Двойные сальто вперед, приземляться неприятно, с брусьев. Плюс еще Листунова прекрасно помню, когда она твист делала, сальто назад с винтом. Точно так же. Группа F это, по-моему. Ну, то есть она там сложнее, уже нет ничего на бревне. Листунова, окей, давайте я это делаю. Ну, Виктория Листунова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Передаем ей огромный привет. Также комментировала для вас гимнастическую премьер-лигу и неоднократно. Но в итоге с Мансер-то смотри, 0,6 она выиграла. У Веры Вахрушевой, пожалуйста. Ничего себе, 5,7 трудность, Дима. Вот это я упустил. Вот это я упустил. 5,7 трудность Анастасии Смансер. Это нормально, нормально. А у Вахрушевой Веры 4,2, почти 1,5 вот балла пожалуйста. разница. Да, а представь, не упала бы, Дим. Ну, вот уже, об этом и речь. Собственно, в этом и был замысел. Да, но у нас разница получается чуть больше полубалла. Это значит, 3 балла она набирает. Вот у нас 9,6. 9-6, да, ну Настю хорошо поставили на самом деле, но это отлично. Для интриги 9-6, Локомотив Пантеры, а мы смотрим уже на брусья. 31-9, боже ты мой. Здесь пока да, интрига все дальше и дальше от нас. Олег Тесельский на снаряде. Команда «Динамо» обрушена в одну жердь. Ой-ой-ой, Олег! А умеет ли он на одной жерди? Не факт. Очень интересный как сейчас он боролся был момент. сейчас, да. Да, Олег, браво, что поборолся. Вот расскажу этот момент, когда гимнаст уходит на одну жердь. Давид Белявский умышленно всегда уходил на одну жердь. У него по плану там всегда был, по разгибом на одной жерди, и возвращался он в упор. А вот сейчас Олег боролся, молодец, до конца. Ушел на одну жердь. И я сразу сказал, а умеет ли он делать этот элемент? Он очень непростой элемент по разгибу на жерди. Даже Никита Нагорный, однажды выступая на этапе Кубка мира в Швейцарии, тоже унесло его за жерди. Он также боролся, но тоже не получилось у него выполнить по разгибам на жерди. Ну, судьи это считывают как это падение? Нет, конечно. вот я имею в виду до момента. Когда его унесло на жерди, он начинает делать элемент на одной жерди. Нет. Это он То есть это не падение, ты спокойно перешел в следующий элемент? Да, это было не падение. Мог побороться, вытащить и получить сбавку меньше, но не дошло до конца. Как все еще утешают Олега Тесельского. Ну, я думаю, пока у тренерского штаба команды «Динамо» в любом случае все под контролем. Мне кажется, это первое падение у московского «Динамо», кстати, за весь этот матч. Да, Дим, ты прав. Коня они не падали. А здесь еще на Бавсаре Олег задел ногой жертв. Но тут будет невысокий результат. Посмотрим. И вот он, прям видно. Ах, пытается. И здесь вот он садится уже, да. Даже не знаю. Но это такой очень тонкий элемент. Его надо действительно именно учиться делать. Так вот, просто так его не сделаешь, вытаскивая себя в комбинации. Да, здесь уже рядышком. Уже рядышком. Но это нужны спортсменки уровня Анастасии Смансер. Посмотрим, есть ли у команды Пантеры такие. И опять же, я говорю еще раз, когда мы видели, как она наскакивала на бревно, очевидно, что бревно — это один из ее профильных снарядов. Ну так, мягко говоря, когда ты заявляешь вот такой уровень... Да, она и в полуфинале под 14 баллов получила, Анастасия. Она действительно, правильно ты, Дим, говоришь, специалист. И очень серьезный, с трудностью 5,7. Это очень высокая трудность для бревна. А у нас Хаучева Маргарита, которая на простом прыжке сейчас ошибается, не уверена. Неужели такой результат Анастасии Смансер может сейчас сбить? Посмотрите, прям пошатывает Маргариту на простых шагах. Здесь не факт, что засчитают связку, но... Через паузу прям такое было, ощутимо. Очень связка. Ну, вообще довольно сложная связка. Элемент вперед, элемент назад тут же. Да, вообще в женской гимнастике очень к связкам судьи относятся вот повороты, очень сурово. Каждый раз на них смотрю, понять не могу, как их делают. Но при этом я слышал такую фразу... Вот так, примерно, Дим, почти. От одной из гимнасток, она говорит, как вообще можно упасть на повороте с бревна?
Ну, это наверняка Виктория Листунова. Кстати, да, она делает не пикаталон, слушай, она да. олимпийская чемпионка. Ну вот, я смотрю, думаю, как они удерживаются. Мне говорят, как вообще с этого можно упасть, что это несложно. Помнишь, как Владислава Уразова, кстати, делала повороты на бревне? Да, Просто так запрещение, же, под так же. учебник. Да. Но этот элемент, конечно, сложный, безусловно. Ну, Симона Байлз, кстати. Она прям как-то врастает всегда в это бревно. Ну, Симона Байлз, да, это тоже отдельный вид искусства, гимнастики. Доделывает до конца Каучо Маргарита. Не очень чисто, скажем честно. И посмотрим, кто выйдет отвечать у Пантер, потому что для Пантер сейчас очень важно не проиграть хотя бы эту дуэль, оставить разрыв в 3 очка перед Вольным, а еще лучше сократить его до минимума или выйти даже вперед для Пантер. Посмотрим, удастся ли им это. 10-1, ой-ой-ой. Но здесь у Динамо запас, поэтому эти 10-1. Это хорошо сейчас для легенд спорта. В самое время сейчас выигрывать 5 очков легендам. Посмотрим, кто будет это делать. И посмотрим, сделает ли. Да. Потому что это, знаешь, Олег Тесельский, словах, да. Олег Тесельский так-то тоже участник чемпионата мира. Он тоже выходил явно не под жердями кувыркаться там. Конечно, Республика Беларусь, легионер команды «Динамо». И подтянули его в состав не для того, чтобы вот на такое смотреть. То есть они же выбирали, договаривались, чтобы он усиливал. Да, совершенно верно. Легионер — это совсем не обязательная история в ГПЛ. Ты спокойно можешь выступать без них, кстати, твоего состава тебе хватает. А Да, здесь если спортсмен хватает. уровня первого состава национальной команды. Просто национальная команда Республики Беларусь. Лейла Васильева слева у нас на экране. Тоже участница чемпионата мира. Данил Твардовский, тоже белорус. Так, вот это у нас дуэль. Да, ну, во-первых, надо сказать, что Твардовский уже сегодня падал. Он падал на прыжке. Он падал, по-моему, на коне. Если, или, может, я ошибаюсь, на коне или он не падал. Ну, неважно, Сейчас давайте проверим. мы сейчас смотрим в любом случае на Твардовского. Главное, что никогда никому мы не желаем падения. Это Хотим, чтобы точно. было И красиво. очень интересная дуэль двух представителей Республики Беларусь здесь, в Москве, в парке Легенд. Смотрим. Большой оборот. Я махал вперед. Ой, красивый элемент. Одну жертву вот как раз. Вот, как раз, да. Это нужно действительно уметь тренировать этот элемент, он непростой. Здесь не супер сложная пока комбинация, такой набор элементов групп Б, групп С, даже группы Д элементов я пока не наблюдаю. Остается соскок. Но здесь либо все упростил сейчас Даниил, ну либо вот так вот чисто знаешь, уверенно он вышел с учетом делать. того, как они перед этим выступали на прыжке, где там сколько человек упали, сейчас любое выступление без падения — это просто уже такой, ну, Уже- прилив уверенности. Да, тем более всего лишь 10 и 1 результат Олега. Здесь достаточно получить 12,2, чтобы принести 5 очков своей команде. Посмотрим, удастся ли. Ну, есть ощущение, что 12,2 могут здесь поставить. Комбинация несложная, повторюсь, но и выполнена достаточно чисто. Такой набор базовых элементов, но чистенько. Хороший соскок, двойной сальто вперед, но до скока не хватило. И сейчас, Дим, будет очень важная дуэль на бревне. Очень важная дуэль, которая во многом может решить исход встречи. Для тех или других совсем юная девочка, Дим, ты посмотри, выходит Иванова Кира. В решающий момент для команды Пантеры. Вторая дуэль на бревне. Вот как, только хотел сказать, как надо заскакивать, но и у нее тоже не получилось. Надо соскакивать так, но, к сожалению, надо и стоять потом. Нужно было стоять Иванова Кира. Досадное падение, она тоже очень хорошо работает на бревне. Вот как раз на этом снаряде Пантеры в полуфинале во встрече против Чародеек заставили нас всех поверить в то, что они могут забрать ту встречу. Казалось бы, после 2 снарядов в 0, проигрывая с разгромным счетом, сразу 9 очков за счет Анастасии Смансер и Ивановой Кира они тогда отыграли. Вот. Мы видим, почему это произошло. Мы видим, что действительно сложные и хорошие программы. Но, к сожалению, сегодня удача была не на стороне Пантеры. Мы видим 2 падения. И вместо 2 оценок под 14 баллов мы увидели 13,2. У Анастасии.
И дождемся здесь результат. Иванова Кира. Нужно доделать до конца. Тоже, несмотря на падение, будет результат достойный, если она доделает чисто и уверенно до конца. Кира Иванова, 2001 года рождения. Очень опытная спортсменка так-то. Да, с виду. Кажется, что прям совсем маленькая. 2001 года? Ну, если я все правильно вижу, гимнастический клуб «Пантера», 2001 года, КМС. Ничего себе. Нет. 24 года. Нет, Дим, если КМС, я думаю, там сейчас проверим. Ну, не похожа она на 2001. Ну, тоже не скажешь, что 24 года. 2011, Дим. Ну, тогда у нас опечатка в протоколе, да, в другом. Опечатка в протоколе. Я открыл стартовый состав. Иванова Кира, 2011 года рождения. Совсем юная девочка. Данил Твардовский, 12 Чувашская республика. 12100. Сколько? 866. Так. Это значит, что легенды спорта здесь берут. Ну вот они, 5 баллов 5 очков. забирают. Соответственно, 31-14 становится у нас счет. 15 очков отставания, но еще третья дуэль на брусьях у нас впереди. Если здесь еще 5 очков, потом и еще потом разок еще 3 5 на очков. перекладине, а с перекладины люди уже... падают. Конечно, конечно. Иногда как листья с дерева. Да, поэтому ждем до конца. Но 15 очков — это 3 дуэли по плюс 5. Да, но у нас брусья закончили, третья дуэль была? Да. Так. Нет, погоди, Нет, ни в коем случае. Мы не будем. Что еще третья дуэль у нас на брусе? У нас только 2, да, прошло. Был Акиншин Матвей. Тесельский и Акиншин Твардовский, да, еще третья дуэль на брусьях у нас. Но Арсений Духно выходит у команды «Динамо», поэтому немножко усложняется задача у легенд спорта. Найдется ли Здесь у них еще усложняется задача у Арсения Духно, что вокруг него сейчас постоянно ходят 2 оператора телеканала Матч ТВ. Мы делаем большой спецреп об этом спортсмене. Ну так, чтобы в любом случае на раннем этапе карьеры начинать фиксировать его путь, его развитие. Это всегда практикуется и на Западе. Снимать больше, снимать лучше. И вот сейчас Арсений Духно тоже чувствует постоянно присутствие этих 2 операторов с телекамерами, которые ходят рядышком и фиксируют все, что он делает. Но его мы видим, нисколько это не смущает. Опа! Смущает, Дима. Смущает. Но вряд ли виноваты в этом операторы. Так, вот. Арсений Духно. Там вот еще 3-го оператора, что видел, это уже не мой. И вот смотри, обрати внимание, опять же, пойдем разгибом на одной жерди, про которую я говорил. Да. Не такой уж и простой оказался элемент. Но изначально Арсений и не должен был туда попадать. Он делал элемент Макутса. Сложнейший элемент группы сложности Е. Не вышел на жертв. Сейчас посмотрим, будет ли он вообще повторять. На чемпионате мира, кстати, он тоже не смог его сделать. На Жердями в стойку. И в полуфинале Арсений Духно ошибся на брусьях, на Типпельде. Сел на брусья. Отец говорит, сил не хватило. Да, ну он еще молодой, сил должно хватать. Вот, как раз пролетит, здесь удачно. Но это шанс, опять же, на 5 очков для легенд спорта. Вот оно. И явно не в той дуэли, в которой мы этот шанс могли бы разглядеть. Двойной сальто с винтом, сложнейший соскок, безупречно выполнил он. Арсений мог в доскок, на самом-то деле. Он уже нас приучил к тому, что он соскоки и Арсению Духно — это что-то невероятное. С колец тройное сальто, с брусьев двойное сальто с винтом. Но падение, элемент Макутса также будет не засчитан. И здесь вопрос в чем? Кто выйдет отвечать у легенд спорта Арсению Духно по плану? Пока нам Чичеров Александр. Чичеров Александр вернулся в гимнастику, возможно, ради этого момента. Здесь и сейчас в парке легенд. Поколений. В парке легенд. Да, Александр тоже не всегда ему удавались брусья. Тяжело шел процесс восстановления, плюс старые травмы очень часто Александра беспокоят. Но с конем сегодня Александр справился, и мы вправе ожидать, что брусья сегодня будут от Александра на ура. И он сможет выиграть дуэль не у абы кого, а у самого Арсения Духно. Опа, 8-9, Дима. Вот так вот. Добрый вечер. О чем я и говорю. Кира Иванова, 12,7. Тоже хорошая трудность у девчонок. У Пантер бревно — это ударный снаряд. В 2 падения они его проходят и выигрывают обе дуэли.
Да, Вот она разница. это реально прям уровень, действительно. Уровне. Насколько серьезные спортсменки. 8-9. Разница в 1 балл перед решающим снарядом, перед вольными вольные упражнения. Господи, Вот какая вам- радость сигара на них Так, смотреть. Дим, такой момент, который хочется подчеркнуть для любителей гимнастики, которые недавно присоединились, начали наблюдать. Вот вам, казалось бы, две девчонки из «Локомотива» вышли, не упали, но обе проиграли свои дуэли. Хотя в противоположной команде были падения и у той, и у другой. Но не всегда решает исполнение. Ну, кстати, Иногда Лилия важна Хаимова, смотри, как трудность. по-взрослому, прям так по-матерински, спокойно ее утешает. Но Лилия Хаимова уже мама, у нее прекрасный ребенок Леон. Сегодня здесь на трибунах болеет за «Пантер». Арсений Духно 12-166. Не, ну тут 5 очков, конечно, трудно будет Александру выиграть. Это надо получить 14,2 на брусе. Но 4 очка. 14,2 это оценка уровня финала чемпионата мира, так, на секундочку. Да, но даже 4 очка сейчас для легенд спорта это на вес золота. На вес золота. Динамо дают шансы. Дают. Которыми сейчас либо пользуются легенды спорта и борются до конца за бронзу, либо нет. Смотрим. Александр Чичеров. Ну давай, Саша! Надо вытаскивать команду, как сейчас там забились сердечки у всех напарников-то. Представь, как у него сейчас просто внутри восторг от того, что вот за это все любят гимнастику, за это спортсмены вообще любят спорт, за этот адреналин, когда ощущаешь то, что от тебя зависит сейчас судьба команды, ты можешь вытащить. Ай-яй-яй. Здесь ошибка Нормально. Александра. Ну, на 13,2 пока все еще можно ровно. Макут, вот он самый, тот самый рискованный элемент. Здорово, Ой-ой-ой. Александр, здорово. Это очень сильно. Берушина в одну жертв, вернулись в жерди, отлично. Не шагать. Саш, доскок, решит сейчас доскок. Выиграешь ли ты 4 очка в дуэли или нет? Александр Чичеров. Ай-яй-яй, не хватает доскока. Но может получить 13,2, может. Каждый раз, вот я смотрю на их соскоки с брусьев, я каждый раз переживаю, что они ногой заденут жертв. Настолько это бывает часто близкое приземление к снаряду, к жердям, но буквально... При этом я каждый раз вот я ловлю это ощущение, что он сейчас зацепит, но при этом, я не знаю, за все время, сколько смотрю гимнастику, ну, может, раз пару, наверное, видел, когда кому-то в итоге удавалось вот так неприятно удивить себя в первую очередь. Да. Чаще всего там люди все чувствуют, все эти сантиметры, все это расстояние. И вот Винсент Кассель мы видим сейчас в составе тренерского штаба сборной «Динамо». Илья Георгадзе, это не Винсент Кассель. Советует Матвею Цыганкову. Похоже, Дим, соглашусь. Похоже, Винсент Кассель. Но на самом деле иногда задевают брусья, Дим, ты не просто так за это Ну боишься. да, там прямо очень-очень близко все это. Бывают касания. Так, что-то у нас со счетом в женской встрече. Арсения Духно и Александра Чичерова приносят еще 3 очка легенды спорта. Александр Чичеров. И счет сокращается. 31-17 в пользу «Динамо». Вот так вот, 31-17 итоговый счет перед заключительным снарядом. 14 баллов разница. Ой-ой-ой, сколько вот они, получается, отыграли на этом снаряде. Было 9, стало 17. 8 баллов заработали на одном только снаряде парни из легенд спорта. Сейчас 8 баллов будет недостаточно. Ну, во-первых, ты иди попробуй сделать так же, чтобы 8 баллов заработать. Так, что-то у нас по женскому счету какие-то... Какая-то там непонятная ситуация. То ли кто-то подал протест на оценку. Потому что пересчитали на 6-10, мы сейчас смотрим. Да, пока не понимаем. У ребят все понятно. Александр Чичеров 3 очка. Чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть 4. 31-17. 14 очков преимущества команды «Динамо Москва» перед заключительным видом, перед перекладиной. Но, как сказал Дима минуты ранее, что с перекладиной иногда падают как листья с деревьев, поэтому для «Динамо», конечно, у них задача сейчас простая. Выйти, сделать и все. От них Смотри, все если зависит от них. им надо набрать 14 баллов, чтобы была хотя бы ничья, 15, чтобы обойти. 15 это 3 дуэли по 5-0. Сложно. Так, смотри, Дим, подняли базу у Маргариты Хаучевой.
И вот она, концепция у нас поменялась. 12833 вместо 12333. Ей подняли на 0,5 оценку. И она выиграла свою дуэль у Киры Ивановой. И счет становится 10-6. И это... Ну что ж, дорогие друзья, давайте немножечко... И это вообще-то уже трудновато теперь. Очень плохо для команды Пантеры. Невероятно здорово для команды Локомотив. Перейти на вольное с отрывом в 4 очка. Но 4 очка отыгрываются. 100%. За 2 подхода. Можно даже одним подходом это сделать. Посмотрим, что у нас по вольным у Пантер и у Локомотива. Дим, ну это ты, наверное, объявлять должен. Вот же он! Астраханский маэстро. Человек, который создан сиять на любых площадках, на которых он появляется. И просто для понимания, сейчас он входит в основной состав цирка Дю Солей. Он гастролирует по миру, он прошел полугодовое обучение в Монреале, и сейчас под него ставят программу в цирке Дю Солей, которая будет ездить по всему миру. Сергей Ельцов, и вы понимаете, почему он там. Сережа, отец родной. Но он вышел сюда творить искусство. Ему не хочется делать что-то простое. Ему не хочется делать как все. Ему не хочется делать заурядно. Он выходит сразу крутить, вот знаете, вот он... бараночку громкости вот так выкручивает на максимум. Посмотрите, я иду вас удивлять. Ничего страшного. Сергей Ельцов, нет, конечно, для команды Легенд Спорта это страшно. Но для отдельно взятого Сергея Ельцова, у него это бывало, у него случалось и в финалах на чемпионате России. Ай, Сережа! Да, впервые вообще вижу. Сергей, да, впервые вижу, чтобы вот на этом обороте на 360 градусов кто-то вообще соскакивался. Причем Жерджи, она прям перед тобой. Ты же ее видишь. Ну вот это гимнастика, Дим. Казалось бы, Согласен. больше она перед тобой, но вот... А знаешь, как говорят в биатлоне иногда? Говорят, это биатлон. Да. Мне кажется, под любой вид спорта можно так сказать. Это футбол. Да. Здесь ты первый, от кого слышу эту фразу. Это гимнастика. Да. Но поцелуй все равно Сергей отправляет на трибуны. Что творит? Нет, Сережа красавчик, конечно. Просто потрясающий гимнаст. И доскок. А как бы он мог это сделать, если бы он все сделал по красоте? Да, сейчас просто бы взорвалась бы публика, это было бы невероятно. Но пошел... Мне кажется, не хватило ему одного снаряда. Знаешь, не хватило чего-то разминочного, чтобы он на перекладину выходил уже горячим. Да, чтобы от него прям дым шел. А так сидишь, у тебя один подход, но это прям серьезный навык. Хотя Сергей Ельцов также здорово работал и на брусьях в свое время, на параллельных брусьях. У него блестящая была программа. Может быть... Но я думаю, он и не готовил брусья. У меня есть такое ощущение, наверняка. Что в цирке у него программа как раз на перекладине. И вот у него рука соскочила, как будто сорвалась она немножко. Он готов был браться уже рукой, она у него вот проскочила мимо, да. Замахнулся, да, Сергей. Но вообще впервые такую ошибку вообще вижу. Какая высота перелетов Ковача и Кольмана именно у Сергея Ельцова. Очень высоко он делает эти два перелета. Самое главное, что он встал такой руками, такой, я в порядке. Да. Серега доволен, но, да, к сожалению, два падения, все нормально, ребята. И третье место для команды Легенды Спорта становится все дальше и дальше. А сейчас мы смотрим за борьбу за бронзу между Пантерами и Локомотив. Анастасия Казан. Очень у нее такие вольные прям. Ах, Кристина умница! Харизматичные очень вольные. Казан Кристина, да, конечно же. Переворот вин. Переходим к оборотам. Ну? Здесь ошибка, да. Но 2 поворота засчитают, я думаю. Двойной сальто назад, ох, какой выход. Да, и здесь выход 2 ногами. Здесь снимут серьезно Кристине. Главное продолжать улыбаться. Ах, еще поворот не докрутила тоже. Давайте лучше будем отмечать ее харизму, безусловно. Когда что бы ни происходило с тобой, ты продолжаешь выступать. Твое представление, оно все еще длится.
Нужно просто потерпеть и добороться до конца. Казан, артистизм, конечно, блестящий, 5, но исполнение вы сами видели, были какая ошибки на хорошенькая. поворотах. Да, улыбчивая, безумная девочка Кристина. Не хватило чуть-чуть Ох, и исполнения Серега Ельцов сегодня. сидит на Не Кристину, хватило. смотрит. О, Да. 10 733. Винников Артем пойдет отвечать. 10 733, ну здесь задачу Артема, повторюсь. Просто выйти и сделать. Хочется отметить Динамо. Это получается еще одна? Да, безусловно. Которые прямо с барабанами, все как положено, как умеют. Динамо заряжают, здорово. Братья Винниковы — это еще 2 близнеца у Да, нас. вот как раз. Ну, Мы как вспоминали минимум 3 уже Третьяковых, пары Акиншиных, близнецов, да. Винниковых, Винники, да. Винников. И я думаю, еще И кого-нибудь вспомним. ну да. По ходу, видишь, Винников мы забыли. Радио с поворотом. Хорошее начало от Артема. Он тоже, кстати, у него есть своя фишка в конце комбинации, как у Сергея Ельцова. Посмотрим, будет ли он сейчас ее делать. Но счет для команды «Динамо» располагает для того, чтобы ее делать. В целом сейчас Алексей Юрьевич Немов мог бы выйти на снаряд. Да, я ему много раз говорю о том, что ему надо в самый решающий момент. Видел? Показал. Он честь Я отдал. вас не слышу, нет, я вас не слышу, показывает Винников Артем. 2 банджа с винтом, доскок, браво! Хорош! Браво! Стик бонус 1/10, не суперсложная программа, но Динамо сейчас Ну, здесь этого и сильно не сложно надо. уже и не нужна. Да, Динамо мчит бронзовой медали. Нам надо потом посмотреть, Алекс Тупкин сколько набрал очков сегодня. Ну да, конечно, просто представь, сейчас вот если бы при таком исполнении Винникова и при этой комбинации Винникова Ельцов бы все свое сделал, все бы попал. Конечно, другая эмоция, Но там- абсолютно другая эмоция была. Да, там ребята из разных лиг немножко Конечно. были бы, и оценки были бы соответствующие. Жалко Ельцова, конечно. Ну как, что жалеть Ельцова? Ельцов вообще живет свою лучшую жизнь. Действительно. Блистательная карьера гимнаста, поездил по Кубкам мира, повыступал, на российском уровне его знают. Начинает сейчас разгонять свою карьеру в цирке, выступал в Европе, сейчас будет выступать в цирке Дюсалей в основном составе. И в свободное время приезжает в Россию, где его ждут на гимнастической премьер-лиге. Вообще все нормально у Сереги Ельцова. Конечно, я думаю, к 3-му сезону он уже будет более подготовлен, восстановится и покажет нам Варвара ту перекладину, Желанкина. которую он действительно умеет делать. Варвара Желанкина, не все получилось у нее на брусьях. Вольное упражнение. А результат Кристины Казан 12,966 тысячных. На самом деле хорошая оценка для вольных упражнений, несмотря на помарки. Но Варвара может получить выше. Тоже Варвара юная, 2010 года, гимнастка, воспитанница Слушай, мне МГФСО «Динамо». Хочется отдельно отметить организаторов, потому что то, как оборудована площадка здесь, ну это просто восторг. Вы не представляете, какой здесь звук. Вот мы сидим здесь на верхнем ярусе, и когда добавляются басы здесь в музыку, вот в музыку вольных упражнений у Варвары Желанкиной, то здесь, в общем, ну, серная бутылка на столе дрожит, чтобы вы понимали, как это чувствуется. Как в кинотеатре сидишь, и вот там начинается какой-то драматичный момент, и ты чувствуешь все эти вибрации на себе. Здесь вот ровно то же самое. А драматичный Интересно, кстати, момент, как это Дима, и чувствуется. начинается драматичный Интересно, момент. как чувствуется на помосте. Умница! 2 винта назад. Заключительная диагональ. Варвара Желанкина. Сейчас любой подход на вес медали, цена медали в дебютном сезоне женской гимнастической премьер-лиги. Браво, Варвара! Локомотив Москва. Да, и здесь всего лишь одна дуэль остается. Остается одна дуэль. Напоминаю, 12,966 тысячных. Результат Кристины Казан, команда «Пантеры». Посмотрим, что поставит Варваре, но явно не поставит сильно меньше. И все решится, я думаю, что в заключительной дуэли. Так, что у нас на перекладине? Есть ли у нас результаты? Винников Артем, да, 12,9 он получает при трудности 3,9, 9,0 за исполнение на перекладине. Это, Дим, дорогого стоит. Это очень хорошее исполнение. И счет становится... А вот за это руку к уху ему не снимают ничего? Нет. Просто делаем вот так. Да. За это нет никакой сбавки. Также Сергей Ельцов поцелуй посылает. Это
фишка тех, кто владеет оборотом на одной руке. Вот хотите послать одной рукой поцелуй или сказать, что я вас не слышу, делайте обороты на одной руке. Но 36-17 у нас счет. И Артем Гуськов в составе команды «Легенды спорта» идет делать предпоследний подход. Артем Винников 5 очков выиграет. Давайте просто наслаждаться перекладиной, ребят. Я думаю, сейчас многим все уже ясно в этой встрече. Мы будем просто сейчас смотреть. Ну, тут даже математически уже не осталось шансов. Да. Поэтому спокойно поздравляем «Динамо Москва» с бронзовыми медалями второго сезона гимнастической премьер-лиги. В прошлом году они были 4-ми, в этом году 3-е. Прогресс налицо. Наверняка хотят больше, хотят лучше, хотят ярче. Но для этого есть следующий сезон, который, безусловно, будет. И мы все его будем ждать. Внимание к нему наверняка будет еще более мощным, чем в этом году. Хотя прогресс в этом году, конечно, по освещению, по интересу к ГПЛ потрясающий. «Динамо» браво и фан-сектор. Гуськов Артем здорово выполняет свою программу. «Легенды спорта» тоже доскок, стик-бонус 1/10. Но поздно, ребята, вы включились. Поздно. Поздно. Надо было работать на коне. Не надо было разваливаться на прыжке. 100%. Но здесь Артем молодец. Блестяще выполнил. Блестяще выполнил перекладину. А сейчас как раз Винников Кирилл выйдет, который вторую фишку будет делать на перекладине. Да. Был сегодня Артем, теперь Кирилл. Да, они уже не рискуют. Они могли бы выпустить сейчас Никиту Игнатьева, понимаешь? Но нет смысла. Так, или хотя нет, или Никита Игнатьев в третьей дуэли может быть. Это вторая дуэль, да. Никиту Игнатьева пока еще ждем. Будет очень символично, если Никита Игнатьев будет завершать перекладину для «Динамо». Так, вольное упражнение, возвращаемся. 13-366 Желанкина Варвара, и это 12-6. И есть такое ощущение, что выступление Виталины Иванчук, дочки Виталия Ивановича Иванчука, сейчас становится формальностью, потому что заключительной дуэли 6 очков отставания. Это, я не знаю. Точно так же математические шансы. Да. Нет, он есть, но надо, чтобы разница в оценке была больше, чем 6 баллов. А она может быть такая? Ну, математически. На вольных упражнениях. Ну, смотри, есть... Можно выиграть 10 очков, выиграв больше, чем 6 баллов. То есть, теоретически есть шанс. То есть, если сейчас Виталина скажет, будьте вы прокляты, и уйдет с ковра, то ее соперница, выйдя и сделав полностью всю программу, она может набрать больше 6 баллов. Да, но тут надо Виталине набрать больше 6 баллов, потому что она проигрывает вместе с командой Виталина Пантер. за Пантер же выступает, согласен, да. Пока все здорово. Выполняет Виталина. Такая интересная техника исполнения была вот этого поворота. Она как к себе так колено немножко прижимает. Ну, обычно девочки делают так прям наотмашь на вытянутой ноге. Здесь, да, может, показалось. Нет, там у всех есть свои тоже ходы, фишки, кому как главное, удобнее чтобы судьи вращаться. засчитывали. Да, здесь главное, чтобы было по правилам. И здесь, к сожалению, Виталина допускает падение. Это опора рукой. Виталина Иванчук. Браво, в любом случае, браво, команда «Пантеры». Низкий поклон Иванчуку, Виталию Ивановичу, папе Виталины, который руководит аж 3 командами гимнастической премьер-лиги. Сегодня команда «Пантер» выступает в матче за 3-е место в рамках первого сезона гимнастической премьер-лиги. Мужская команда «Львов» в 3 часа дня будет выступать в финале гимнастической премьер-лиги против джентльменов. Виталий Иванчук, браво, спасибо вам за то, как вы относитесь к этому проекту. Вы показываете пример остальным руководителям, что это интересно и за этим будущее. Вы не стали говорить, как многие поначалу говорили, что да нет, кому это надо, это неинтересно. А вы просто взяли и содержите 3 команды. И с таким интересом и с такими амбициями, я не сомневаюсь, что помимо Львов, также и Пантеры в следующем сезоне будут бороться за самые высокие позиции. А тем временем Винников Кирилл готовится выполнить свою программу на перекладине. Привет Ткачева. Вот он, поцелуй пошел. Да. Ну, здесь уже, я думаю... 2007 года рождения. Максимально просто будут делать. На год старше Арсения Духно.
Арсению сейчас 17 лет в этом году исполнилось, этим парням уже 18 лет, соответственно. Да, все здесь максимально простые уже пошли комбинации. Я даже не понимаю, честно говоря, когда смотришь на такие комбинации, не очень понятно, где он 8 элементов здесь насобирал. Ну сейчас проще, 8 да, можно, ты просто когда смотришь на то, как выступают спортсмены... Сергей Ельцов тот же. Да, у нас Владимир Оленников, руководитель спортшколы «Динамо», один из руководителей, человек, который тоже отвечает за эту команду, за ее развитие. Вот, и говорю, когда смотришь на программы без перелетов, буквально один перелет Ткачева вот он сделал в начале, на этом все закончилось. И ты все ждешь, что сейчас мы что-то увидим. А тут спокойненько 8 элементов насчитали, да вот уже соскок. Ну, пожалуйста, воздушный поцелуй. Ну, ситуация позволяет, конечно, «Динамо» уже на перекладину приходили фактически победителями этой встречи. Легенды спорта допустили слишком много ошибок, и «Динамо» их за это не простила. Елена Синченкова выходит делать вольные упражнения на бронзовую медаль гимнастической премьер-лиги. На 3-е место винзаднее, блестящее начало. Я думаю, сейчас вся команда «Локомотива» взорвется, и желаем Елене показать все, на что она способна в заключительном выходе на помост. Ну давай, Лена. Двойной сальто, согнувшись. У нас, знаешь, вот есть как будто, сказать, ну не пробел, но давай точка роста. У многих российских гимнасток в вольных упражнениях это хореография. Вот, потому что когда мы смотрим, да, то, что делает, допустим, Ангелина Мельникова, но там она использует каждую долю, ух ты, интересно как. Она использует каждую паузу для того, чтобы насытить ее какими-то движениями, чтобы туда добавить шоу, ну и прям вот бодрить и заводить публику. И, кстати, это действительно очень хорошо работает, в том числе и на международной арене, даже когда она все это делает под совершенно неизвестные широкой аудитории композиции, как сейчас у нее было на чемпионате мира вольные упражнения под русские хиты. Но то, как она заряжает аудиторию вокруг, оно действительно добавляет эмоций. Вот, эта штука, которую, безусловно, надо все прокачивать, в том числе хореографии. Мы видели, как выступают, кстати, в Штатах, например, на студенческих соревнованиях, где там, может, не столько акробатики, сколько танцев. Там перегиб в другую сторону идет. Вот мне кажется, у нас надо, безусловно, это важный, четкий баланс, который нужно хорошо чувствовать. Но гимнастика, вольные упражнения, они это все-таки, ну, это концерт, это исполнение. Это здесь прям вот ты выступаешь не просто как спортсменка, но и как артистка. Не просто так же дают музыку под это дело. Поэтому здесь хочется, да, чтобы было больше эмоций, больше... Ну, опять же, спортсменка юная, все у нее впереди. Безусловно, она в первую очередь думает о том, как сделать все элементы. Ей нужно просто выйти, сделать свою программу, как говорят гимнасты, от начала до конца, а не вот это вот все. Потом оно придет. Полностью согласен с тобой, но и исполком ФИШ тоже с тобой согласен. Они с нового цикла стали очень много давать бабок за отсутствие артистизма. Действительно, ты абсолютно прав, что комбинацию может сделать каждый, а сделать ее произведение искусства — это уже совершенно другая история. Да, и действительно, Ангелина Мельникова очень много времени уделяет этому. Она также занимается танцами специально для этого. Очень много потусторонних вещей, которые она делает для того, чтобы ее вольные были такими, какие они есть. А это Матвей Акиншин, человек, который вывел в полуфинал команду «Легенды спорта». Во многом благодаря ему они вообще находятся сейчас здесь, в матче за 3-е место. Очень красивый чешский оборот. Он очень хорошая комбинация. Да, сейчас получит, несомненно. Матвей Акиншин. Матвею низкий поклон. Тоже юный еще парень. Только-только перешел в основной состав, 2007 года рождения. Акиншин Матвей. Браво, спасибо тебе, Матвей, вообще за этот сезон, за твои выступления. Ватутинки никогда не забудут твой подвиг, который ты совершил во встрече против крылатых барсов. Матвей, браво, Владимирская школа гимнастики, «Легенды спорта». Это было заключительное выступление в рамках 2-го сезона для команды Алексея Юрьевича Немова. И очень символично, что именно Матвей Акиншин завершил, делал заключительный в составе своей команды. А у команды «Динамо» выходит у нас битва поколений. Матвей Акиншин против Никиты Игнатьева. Никита Игнатьев выходит делать перекладину. Ой, как прекрасно.
просто делать, а выходит завершать наш сегодняшний. Ну, вообще, кстати, интересно, да, что Никиту Игнатьева в встреча. целом к себе подтянули. 12,9 получает Елена Сенченкова. А зная Никиту Игнатьева, я думаю, это было несложно. Мне кажется, мы сказали: Никит, давай. Он сказал: а давай. Месяц Нет, ну потренировался просто- и пошел. Я просто к тому, что Динамо, ну, это абсолютно самодостаточная команда с глубоким резервом, с хорошими составами. Они такие: мы все равно усилимся. Ну там Нам Никита нужно- Игнатьев дочку водит в Динамо, и насколько я знаю, что он тоже работает тренером в гимнастическом клубе А, Динамо. ну тогда вообще Да. вопросов больше не имеем. Тут вообще все просто, поэтому... Я просто с ним как давно разговаривал, он рассказывал, что салон цветов или салон красоты открыт. Да, но с они Динамо он вместе. связан. Дочка у него точно тренируется в Динамо, и блестящий перелет Кассина от Никиты, перелет Кольмана. Очень часто я его вижу там в зале, когда приезжаю, Никита. Это опасно сейчас было. Даже не факт, что засчитают. Элемент Кваст. Элемент рыбалку хотели там Никита, но там не пошло. Но здесь, конечно, 36-21 Никита просто не... Вот заметь, это вот видно сразу опытно, да, гимнаст? Никаких там этих Ну поцелуйчиков. да. Здесь все Ребят, строго. мы тут гимнастикой Да, занимаемся, два а не манжа в перерыве с играем. на ноги. Никита, а ну вон, подожди, подурачился все равно чуть-чуть. Поздравляем! Поздравляем команду «Динамо», президента клуба Андрея Георгиевича Зудина, директора, руководителя команды Олейникова Владимира Андреевича, капитана команды Давлоян Артур Грачевич. Вот он на наших глазах. Алексей Юрьевич Немов поздравляет и Владимира Андреевича Олейникова, и Артура Давлояна. Поздравляем тренерский состав: Илья Батрич Георгадзе, Матвей Николаевич Цыганков и Феоктистов Михаил Михайлович. Вы заслужили, абсолютно заслужили эту медаль. Никиту Игнатьева как будто сейчас из спорта проводили, знаешь, в очередной раз. В очередной. Никита, И я в сотый раз спасибо за все, да. опять начну сначала. Так, что у нас у девочек? 12,9 Сенченкова Елена. Она выигрывает свою дуэль. И 15-6 команда «Локомотив». Москва. Итоговый счет 15-6. Солидно, убедительно, авторитетно и достаточно показательно. Ждали мы с Димой конкуренцию, борьбу. Но она была до близка конца. вот ровно до этого протеста на бревне. Да. Когда счет был 9-7, идти с 9-7 на вольные упражнения, это было, конечно, любопытно бы. Поприятнее было бы выступать, 100% Да, но и команде справедливости «Пантерам». ради и первую, и вторую дуэль на вольных упражнениях гимнастки клуба «Локомотив» выиграли. Поэтому даже если бы мы отмотали и тот протест бы никуда не поменялся, все равно счет бы остался в пользу «Локомотива». Да, все верно. Что ж, дорогие друзья, мы никуда с вами не прощаемся. Через несколько минут начнется подведение итогов. Назовут самых ценных игроков матчей за третье место. Дождемся результат Никиты Игнатьева, а он есть. 12,533 тысячных балла. Итоговый счет. «Динамо Москва» 36, «Легенды спорта» 24. Бронза «Динамо Москва». Бронза в дебютном сезоне женской гимнастической премьер-лиги «Локомотив Москва». «Легенды спорта» также дебютируют в гимнастической премьер-лиге. В первом сезоне не было этой команды. «Динамо» уже проводит свой второй сезон. А «Легендам спорта» мы желаем провести правильную работу над ошибками, подумать Алексею Юрьевичу вместе с Алексеем Игоревичем Быковым, как можно усилить команду, какие есть слабые места, и уже к третьему сезону гимнастической премьер-лиги бороться за медали самого высокого достоинства. Никуда не уходим, вернемся через несколько минут. «Динамо Москва», легенды спорта. После колоссальной битвы на перекладине со счетом 36-24 побеждает команда «Динамо Москва». Бронзовые награды гимнастической премьер-лиги достаются сегодня им. Мы благодарим победителей
сегодняшней матчевой встрече за третье место. И мы благодарим их конкурентов. Команду «Легенды спорта» во главе с Алексеем Юрьевичем Немовым. Навязывали борьбу до последнего. Мы поздравляем сегодняшних дуэлянтов с демонстрацией красивой, честной и справедливой борьбы. Гимнастическая премьер-лига не заканчивается, друзья. Впереди 15:00. Напоминаем, финал. Финал и борьба за главный кубок. Призовой фонд 8 миллионов рублей и автомобиль. И автомобиль, конечно же, имеет. И мы говорим спасибо огромное вам, дорогие зрители, дорогие друзья, что вы сегодня с нами здесь. Этим ранним воскресным утром пришли поддержать наших прекрасных спортсменов. Спасибо, давайте поаплодируем сами себе. Вы невероятны. Спасибо за то, что любите спорт, за то, что любите этих прекрасных ребят. Награждение состоится сегодня вечером. Сегодня вечером официально, как говорится, во время фуршета. И мы узнаем, кто станет обладателем нашего невероятного призового фонда 8 миллионов рублей. Этого невероятного автомобиля! Состоится здесь классный, крутой финал. Ждем в финале вас. Спасибо, друзья. Женщины, мужчины, гимнастический клуб «Львы» против команды «Джентльмены», ну а у девушек «Чародейки» против «Бестис». Ангелина Мельникова против Дарьи Нагорной. Ну а здесь фиксируем. Третье место завоевала «Динамо Москва» в мужском зачете. Ну а в женском третье место уходит команде «Локомотив» и Марии Пасека. Рады были всех вас слышать, всех видеть здесь в трансляции. Вернемся через пару часов и будем продолжать наслаждаться гимнастикой. Для вас работали Дмитрий Занин. И комментатор гимнастической премьер-лиги Максим Ульянкин. Дорогие друзья, Дима вам все сказал. 15:00, Матч ТВ. Не прощаемся с вами на сегодня. Праздник гимнастики продолжается. Любите гимнастику, следите за гимнастической премьер-лигой.